столь неловкий момент. Я думаю, сейчас мы продолжим, как Юрий Александрович возьмет новые наушники. И да, я прошу, перед тем, как задать вопрос, необходимо поднять руку. Поднимите руку, и можно будет задать вопрос. I'm sorry for the technical issues. We will resume once Mr. Ganus resolves his technical issue. And please raise your hand before asking a question. Давайте, может быть, я повторю. Вы нас слышите, Юрий Александрович? Да, я слышу, я заменил наушники. Отлично. Все, отлично. So perhaps Извините, I can now пожалуйста. start over. I'm sorry. Так, итак, дорогие мои, значит, давайте все-таки я тогда с самого начала. Итак. So I will start from the beginning right now. Да, итак, буквально третий абзац. Речь идет как минимум о 57 миллионах рублей за 2018 год и 53 миллионах рублей за 2019 год. So it is, paragraph 3, it is at least 57 million rubles over 2018 and 53 million rubles over 2019. That's what the article says. Да, которые могли быть присвоены генеральным директором РУСАДА. And they could have been embezzled by РУСАДА Director General. Дело в том, что авторы, я еще раз повторюсь, авторы данной статьи, они не представляют, как выстроены процессы. Причем они так выстроены намеренно. Когда, да, прошу вас. I would like to say once again that the authors of the article do not realize how processes are organized in РУСАДА. Это специально как раз антикоррупционное построение процессов, когда ни один человек не имеет возможности распоряжаться денежными средствами. Processes are organized in an anti-corruption manner, and there is no single person that can freely manage the funds. Генеральный директор, не имеет доступа к системе переводов, бухгалтерской системе переводов, осуществления платежей. I, although being Director General, do not have access to transfers, accounts, and payments. При этом бухгалтеры не могут перевести эти деньги до тех пор, пока я им не подтвержу код перевода. And accountants cannot transfer funds until I confirm the code necessary for the transaction. Таким образом, у нас выстроена, знаете, как сбалансированная система фактически, которая позволяет контролировать, взаимоконтролировать эту систему. So our system is balanced in such a way so that we can ensure mutual control over the parts of the system. Поэтому автор, который писал это, из чьей подачи он писал, он даже не представляет, о чем он пишет. So the author of the article or the person who incited the author to write it doesn't have any idea about what he is talking about. Это невозможно в РУСАДА. This is impossible in РУСАДА. Тем более, у нас принято совершенно однозначное решение, что все платежи. In addition, we have a clear decision about all the payments. Имеют целевое назначение и должны быть подтверждены обосновывающими записями и документами. All the payments are targeted and they need to be justified by the respective documents. Как минимум, они подтверждаются, опять-таки, несколькими сотрудниками РУСАДА. And at least there are several employees of РУСАДА that confirm every single transaction. Далее, значит, в этом документе написано, что уже установлены факты фальсификации подписей контрагентов, связанных с Ганусом. Then the article says that the facts of falsification of signatures of counteragents related to Mr. Ganus have already been established. Это ложь. На This is a самом деле, lie. это невозможно сделать еще раз по тем же причинам. This is impossible for the same reasons. Во-первых, потому что есть определенный порядок документооборота, и этот порядок документооборота еще раз подтверждается несколькими подписями. First of all, we have a certain procedure regarding the document circulation, and once again, every transaction has to be confirmed by several signatures.
Далее, автор статьи указывает, в организации процветает коррупция, отсутствует контроль закупочной деятельности. Then the author of the article says, corruption flourishes in the organization. There is no control over procurement activities. Это опять-таки автор не представляет до конца ситуацию. Во-первых, я могу вам сказать, да, будьте добры. Once again, the author has no idea about the actual situation. Во-первых, все процедуры РУСАДА соответствуют международному стандарту по управлению, международному стандарту управления качеством. First of all the RUSADA procedures comply with international quality management standards, которые включают в себя в том числе оценку рисков и оценку процедур. Risk assessment and procedure assessment. Так вот, у нас есть отдельные процедуры. Более того, даже когда это не требует, нам не нужно делать никаких конкурсных процедур, но у нас в любом случае отслеживаются альтернативные закупки. И когда идет, соответственно, выбор того или иного поставщика, более того, ну давайте, да, перевод. And we have a certain procedure for all procurement, and even if it doesn't involve a tender, still we always consider alternatives when we select a contractor. Соответственно, представляется несколько альтернативных решений поставщиков. И осуществляется выбор с привлечением специалистов либо сотрудников отдела, принимающих решения. Потому что в конечном итоге принимают решения, ответственные за то или иное направление деятельности. And we always consider several alternative contractors when selecting a contractor. And then the choice is made by experts and the employees of the decision-making department. And these are people who work for a specific area. Более того, недавно совершенно мы начали работать со специально созданной платформой, куда мы выкладываем наше предложение по закупке печатной продукции в производство. Recently, we also started using a special platform, for example, regarding the purchases of paper products. И в этой платформе зарегистрированы производители, то есть типографии, производители печатной продукции, и по сути мы таким образом организуем публичный конкурс, и мы выбираем из тех поставщиков по качеству и по цене. Это совершенно прозрачная история. And on this platform, there are typographies registered, producers of printed goods can register there, and then we organize a transparent procedure and we select the winner based on quality and price. Кроме всего прочего, соответственно, от определенной суммы у нас начинается определенная процедура, когда включается, соответственно, работа комиссии. А от 20 миллионов сделки необходимо утверждать наблюдательным советом. In addition, once the contract reaches a specific amount, there is another specific procedure that comes into play, and a special commission starts to work on this contract. When it comes to transactions higher than 20 million, then the procedure is controlled by the supervisory board. Таким образом, фактически, то, о чем пишет автор данной статьи, он, еще раз я повторюсь, он просто не представляет себе реальное положение дел. И кроме всего прочего, я хочу сказать следующее, добавить, что внутри организации организована служба внутреннего контроля. So once again, the author of the article doesn't have any idea about the actual situation. And in addition, we have an internal quality control system inside of РУСАДА. Это специально для повышения прозрачности. The goal of this internal control is to enhance transparency. Кроме всего прочего, в течение всего периода времени, вот как раз 18-19 год, нас сопровождает внешняя аудиторская компания, которая ведет проверки по каждому по отдельным направлениям деятельности РУСАДА. In addition, throughout 2018 and 2019, we've collaborated with an external
audit company that has been inspecting various activities of РУСАДА. Это кроме той аудиторской компании, которая проводит ежегодный аудит. Таким образом, подтверждаются результаты компании, которая проводит ежегодный аудит, подтверждаются результаты деятельности другой компании. And that's in addition to another audit firm that conducts an annual audit. So this annual audit actually confirms the results of the activity of the regular external audit company. Я хочу также добавить, что у нас, соответственно, был инициирован учредителями и проведен, и завершен буквально в мае месяце аудит за 2018 и за 2019 годы. In addition, our founders initiated yet another audit over 2018-2019 in May. Причем учредители выбрали сами аудиторскую компанию по своему усмотрению. In addition, those founders selected an audit firm according to their expectations and principles. Результаты аудита, самое главное заключение заключается в том, что финансовые результаты отражают реальное положение дел. The main conclusion of the audit was that the financial results of РУСАДА reflect the actual situation. Есть определенные замечания, связанные с организацией ведением, но определенных деталей именно бухгалтерского учета. Но я хочу обратить внимание, что просто РУСАДА в новом составе, и когда финансируется напрямую из бюджета, мы по сути идем по целине. Поэтому любые аудиты, они заканчиваются замечаниями, но я вам могу сказать, у нас составлена дорожная карта, и все замечания, уже началась работа по устранению. Это несущественные замечания, они не могли отразиться на результатах работы. Пожалуйста. Юрий Александрович, у меня к вам вопрос. Да. Мне присылают информационное агентство вопросы. И первый вопрос от Натальи Марьянчик, Спорт Экспресс. Подождите, я не закончил. Давайте я закончу все-таки. And of course, that audit had revealed certain remarks, but every audit will reveal some remarks. But we have a roadmap to correct those concerns. Anyways, they were not that significant, and they did not have any impact on our results. Более того, я хочу сказать, когда у нас работала и продолжает работать внешняя аудиторская компания, они также делают замечания по определенным направлениям, например, по работе ИДК, потому что они у нас не в штате, в отличие от прежней РУСАДА, они работают по договорам, по другим вопросам. И когда возникают вопросы, мы составляем дорожную карту и устраняем эти замечания, мы не прячем ничего. И поэтому все вопросы, которые были поставлены и внешними аудиторами, и аудиторами годовыми, мы будем устранять системным порядком. When we worked with an external auditor, they also revealed some observations regarding various issues. But when some observations are revealed, we establish a roadmap in order to correct them. We are not hiding anything. So we work in a systemic way according to all the questions and remarks identified by both external audit and annual audit firms. Поэтому это заключение, которое заключается в том, что у нас процветает коррупция, отсутствует контроль закупочной деятельности, это непонимание реальной ситуации, непонимание реальной картины и просто ложь. So all these claims about corruption, about issues in procurement activities, just mean that the authors do not understand the real situation and just lie. Далее, заключение следующее. И, значит, по договорам оказания услуг среди подрядчиков и контрагентов РУСАДА постоянно фигурировали юридические лица, среди учредителей которых были как родственники Гануса, так и он сам. Это прекрасно.
Then I continue reading the article. According to the contracts for the provision of services among the contractors and counteragents of RUSADA, constantly there were some legal entities among the founders of which there were both relatives of Mr. Ganus and himself. На самом деле это полная ложь. Такого не было и нет. Я могу сказать, я знаю всех своих родственников, и никто из моих родственников, на самом деле, никто из них не является выгодоприобретателем деятельности, связанной с РУСАДА. Это полная чушь, это ложь вообще, неприкрытая. И это очень просто проверить на самом деле. This is complete lie. That did not happen in the past, and that is not the case right now. I know all my relatives, and none of them has ever been a beneficiary of any of the activities related to RUSADA. So this is just nonsense, and this is sheer lie. Кроме всего прочего, я хочу сказать следующее. Я являюсь членом двух организаций независимых директоров. Одна международная, одна российская. И в каждой из них я подписал, соответственно, кодекс этики. Первый мой кодекс этики я подписал в 2005 году. And in addition, I would like to state that I am a member of two independent boards of two organizations, one a Russian one and another international one, and I signed two codes of ethics. And the first code of ethics was signed by me in 2005. Поэтому, когда, не дай бог, возникли бы какие-либо вопросы, связанные, например, с конфликтом интересов, когда один из контрагентов был бы действительно связан со мной отношениями родственными, либо зависимыми, я бы об этом сообщил. So if indeed there was any issue related to a conflict of interest, if one of the counteragents was my relative or a dependent, I would inform about that. Это практика. Because this is how I proceed. Далее, значит, в РУСАДА существовала схема дополнительных выплат за совмещение одним и тем же сотрудником. Схема весьма избирательная, и наибольший размер выплат за совмещение получал сам Ганус. Then the article says that there was a system of additional payments for additional duties done by the employees. That was a very selective scheme, and the biggest payments for such additional duties were received by Mr. Ganus himself. Это полная ложь. Это можно легко проверить. Ни одного совмещения у меня нет и быть не может. This is sheer lie once again. This can easily be checked. I have never had any combining or additional duties, and this is just impossible. Сейчас у меня, по сути, дома находятся два принтера, сканер, печати. И я, по сути, тут у меня офис организован. И через меня проходит такой документооборот, который, если честно, измеряется килограммами, уже, а не количеством документов. Недавно я подписывал документы более 20 килограмм. Now at home I have two printers, one scanner and some stamps. This is my home office right now, and the flow of documents I have to process is so big that I can measure it already in kilograms, not in the number of documents. And recently the amount of documents that went through me reached 20 kilograms. Мой помощник может подтвердить, на самом деле у нас коммуникация идет, ну вот самое раннее, это до 11 часов. А так, в принципе, я ложусь не раньше 2 часов. И это регулярная работа. Сейчас работы стало больше, потому что я получаю документы, я их распечатываю, я их подписываю, штампую, сканирую и отправляю. And my assistant can confirm that I often work until 11 p.m. and I often go to bed by 2 a.m.
at night. So this is regular work, and I get more work now than before, because when it comes to every document, I have to print it out, sign it, stamp it, scan it, and send it. И даже имея основания на самом деле для начисления себе каких-то дополнительных, я никакие дополнительные выплаты за подобного рода совмещения для себя не делаю. У нас действительно есть выплаты за совмещение, они обоснованы, они имеют производственную необходимость. Прошу вас. And although having some grounds for such additional payments, I've never made such payments to myself. Speaking about this system of combining duties or additional duties, such a system does exist. It is quite justified, and it is explained by the needs of the organization. Я могу более того сказать, при принятии решений подобного рода совмещения принимает участие руководитель профильного подразделения, руководитель службы персонала, Маргарита и я. And when it comes to such additional duties, the decision about them is made by the head of department, head of HR, Margarita, and myself. Поэтому в этом отношении я могу вам сказать, никаких предпочтений, никаких, упаси Бог, там, знаете, как здесь написано, избирательная система. Вы знаете, я могу вам привести пример, когда в результате внутренней проверки в конце 2017 года мы установили не внесенных, либо внесенных в неточном виде более 100 тысяч протоколов, эта работа продолжалась около года. So there are no preferences on my behalf when it comes to this. The article also says that this is a selective system. I would like to give an example. We had an internal check at the end of 2017, and it was revealed that we have to process 100,000 protocols, and this work was done throughout 1 year. So it took 1 year to do that. И мы для того, чтобы контролировать, потому что на начальном этапе это было полной неожиданностью, когда мы провели внутренний аудит и обнаружили такого рода протоколы. Это более 100 тысяч, повторяю. Эта работа шла по вечерам в нерабочее время. И действительно мы заключали с нашими сотрудниками, а как иначе? Они работали в нерабочее время, они работали в выходные дни. Мы даже наоборот распределяли время для того, чтобы у них было время для труда, для отдыха на самом деле. Потому что невозможно работать все выходные. В течение года тем более. So it was quite unexpected for us to discover the need for this additional work during this internal audit. And I would like to state once again that there were 100,000 protocols to process. So all this work was done throughout 1 year, on evenings, on weekends. And of course, we had to conclude additional contracts with our employees because they had to work in the evening and on weekends, and we had to plan their additional work in such a way so that they still could have some time to rest, because it's impossible to work throughout the weekends during 1 year. Кроме всего прочего, у нас возникают определенные производственные необходимости, например, в отделе планирования и тестирования, когда по той либо иной причине люди либо уходят в декретный отпуск, либо уходят в отпуск, либо покидают организацию в связи с тем, что они переезжают в другой город. И тогда у нас был момент, когда у нас там возник прорыв. И тогда действительно также у нас возникло совмещение. И все совмещения, которые у нас есть, они имеют производственную необходимость. Они обоснованы. When it comes to such additional duties, they are often explained by the need of the organization. For example, speaking about the Department of Planning and Tests, they often have such needs. When someone takes a baby leave, someone goes on vacation, or the person leaves the organization because he or she is moving to a different city. And in that case, our employees can provide additional duties because this is explained by the needs of РУСАДА, and this is well justified.
Но я вернусь все-таки к определению понятия постправда, да, вот, которое заключается как раз в том, что факты это не играют никакого значения. Здесь больше нагрузка эмоциональная. Так вот, нагрузка здесь была не в том, что у нас есть совмещение обоснованное, а в том, что Ганус, оказывается, имеет наибольший размер выплат за совмещение. Это ложь вообще не прикрытая. I would like to refer once again to the name of the media that published that article. It is called post-pravda or post-truth. That is to say, they are more interested in the emotional charge rather than facts. So the goal of this passage was to state that Mr. Ganus received most payments for additional duties, which is sheer lie. Далее, еще более интересно. Даже такие мелочи, как такси, за 2 года на услуги таксопарков было потрачено 11,3 миллиона рублей. There are also some small things as taxis, says the article then. Then the article says, over the 2 years, 11.3 million rubles were spent on taxi services. Я приведу буквально, я сегодня запросил у бухгалтера, это все очень просто. Я у бухгалтера запросил справку, бухгалтер предоставил мне справку. Сколько потрачено на такси внутри нашей юрисдикции, сколько за границей. Так вот, довожу до вашего сведения. And it's very easy to check that. I asked our accountant to provide me with a reference certificate stating how much was spent on taxi services in Russia and abroad. 2018 год, внутри России 96 тысяч рублей. 96 188. So I would like to inform you that in 2018 in Russia, 96,188 rubles were spent on taxi services. В 2019 207 863 рубля. And in 2019, 207,863 rubles were spent. Я могу обосновать вам эти расходы, потому что это очень просто проверяется. На самом деле у нас идет очень активно, я не кабинетный работник, так же, как и практически Маргарита и все наши руководители, на самом деле в большей части. Мы активно перемещаемся по стране и по миру. И в этой связи, естественно, когда мы прилетаем в аэропорт, и когда мы прилетаем туда, мы перемещаемся для того, чтобы быть независимыми. Это нормально. And, И тогда, когда мы возвращаемся, естественно, в Москву. And I will explain that since it is very easy to check that. Myself, Margarita, and other management positions, we are not those who constantly work in our offices. We are actively moving on the territory of Russia and abroad. So naturally, when we take a flight and land in the airport, we take a taxi to move, to be independent. That is normal. And of course, we take a taxi when we get back to Moscow. Нас действительно иногда встречают, это действительно так, но у нас также много визитов, которые мы проводим, в общем-то, инкогнито. То есть, когда мы прибываем в город и уже только потом проявляемся. Sometimes, of course, we are met by the other side, but in many cases, we come to a city incognito, and only then we have some other meetings in that city. Ну и теперь еще больше. Значит, у нас заявлено было, что 11,3 миллиона рублей, да, затраты получились на такси. Так вот, теперь зарубежные командировки. Расходы на такси за 2018 год. So the article says once again that 11.3 million rubles were spent on taxi services. Now I come to the figures about the business trips abroad. So in 2018. Так вот, расходы на такси, реальные расходы мои на такси за 2018 год составили 8216 рублей 61 копейка. So my spending on taxi abroad in 2018 amounted to 8,216 rubles. Расходы за 2019 год составили
75 940 рублей, 52 копейки. In 2019, 75,940 rubles, 52 kopecks were spent on taxes abroad. Если вы сложите расходы на такси внутри России и за границей, эта сумма просто многократно раз меньше заявленной суммы в 11 миллионов рублей, в 11 миллионов 300 тысяч. Это ложь. So if you combine all of those figures related to taxi traveling in Russia and abroad, you will see that the amount resulting is many times smaller than the amount of 11,300,000 rubles that was stated in the article. So this is a lie. Далее, значит, индивидуальное занятие по английскому языку в лингвистической школе «Свобода слова». Наверное, я думаю, зацепились за название, с учетом политической обстановки, название самой школы, что она «Свобода слова». Вот. Для Гануса регулярно оплачивались из средств РУСАДА. Next point in the article about the individual lessons of English in the linguistic school called freedom of speech. Perhaps they were just attracted by this slightly political name of the school because it's called freedom of speech. So those individual English lessons for Mr. Ganus were regularly paid out of the РУСАДА funds. Далее, автор продолжает. Кстати, в 2017 году при назначении на должность одним из критериев назначения являлось знание английского языка, а Ганус указывал знание как свободное. Then the article says, by the way, in 2018, when being appointed, one of the criteria for being appointed was the knowledge of English, and Ganus indicated that he was fluent in English. На самом деле, я могу сказать, что я проработал в международной среде более 20 лет, возглавляя немецкие, финские компании и будучи партнером британских компаний, и в том числе сотрудничая с американскими компаниями. I can say that I have worked in an international environment for more than 20 years, being head of German, Finnish companies, partner with British companies, and collaborating with American companies. При этом я хочу отметить, что это было не изучение языка. Действительно были индивидуальные занятия в связи с тем, что у нас интенсифицировалось взаимодействие, причем значимое взаимодействие, переговорные процессы, доклады на международных конференциях, пресс-конференции на международных площадках. И поэтому это было не изучение, а корректировка уровня знаний по ключевым аспектам. Причем это я говорю вам не для того, чтобы, понимаете, выучить язык, тем более, понимаете, почему индивидуально? Потому что я постоянно был в разъездах. So that was not the real learning of English from scratch. Yes, there were individual classes because our international activities have intensified. We had international negotiations, speeches at international conferences. We participated in international press conferences. So that was not about studying English, but rather adjusting the level of knowledge. And those were individual classes because I was always on travel. И, в общем-то, это на самом деле, это была, по большому счету, как альтернатива либо профессионального синхрониста, который бы ездил бы со мной. So I had actually an alternative, always having an interpreter traveling with me. Либо, соответственно, опять-таки помощник. Но, еще раз, это была корректировка, причем с учетом специальных лингвистики, да, то есть определенной тематики. Or I would otherwise have had to always have an English-speaking assistant next to me. So once again, it wasn't about studying English, but that was about adjusting my level of English, taking into account the particularity of the subjects I was to speak on. При этом я хочу отметить, что на самом деле у нас проходило групповое обучение
руководителей отделов и ключевых сотрудников. But I would like still to highlight that actually we had group training, and the group was composed of heads of department and other key managers. Именно в преддверии аудита ВАДА и коммуникации вместе с международными партнерами. That was done to prepare for the WADA audits as well as to communicate with international partners. Кроме всего прочего, мы обучали инспекторов допинг-контроля, которые планировали ехать, мы подали заявку на, соответственно, представьте себе, мы настолько восстановили, а мы уже подали заявку, и по большому счету мы готовили нескольких ЭДК, в том числе подтягивали, по-моему, 3 человек, подтягивали их уровень тоже, для того, чтобы они могли представлять РУСАДА. In addition, we trained some doping control officers. By the way, RUSADA was reinstated so much that we could already supply an application so that 3 doping control officers on behalf of RUSADA could participate in inspections. Таким образом, у нас проходило обучение, если не ошибаюсь, 3 групп языковых по разным уровням знаний внутри РУСАДА, как раз для поднятия уровня, причем это делалось целенаправленно по производственной необходимости, потому что руководители подразделений, по сути, понимаете, у нас полностью новая организация. И нам необходимо было развивать профессиональные компетенции. Поэтому это необходимо было именно для того, чтобы выстраивать нормальные рабочие отношения с коллегами из других стран, работая в рабочих группах, участвуя в конференциях, активно участвуя. So overall, if I'm not mistaken, we had 3 groups according to the 3 levels of English knowledge. And the goal was to enhance the level of English because it was necessary. You understand that our organization is now completely new. So we just needed to develop the professional competencies of our employees because they needed to work with their international colleagues to participate in working groups and actually take part in conferences. И приведу цифру просто, чтобы, потому что все думают, что цифра тут будет сногсшибательная. На самом деле здесь гораздо больше шума в этой статье. Так вот, общая сумма расходов по изучению языка в 2018 году составила 774 100 рублей. And I would now like to give you the figure because perhaps you're expecting to hear a huge figure, but actually the spending for studying the foreign language in 2018 amounted to 774,100 rubles. Соответственно, индивидуальное обучение мое, индивидуальное занятие составили 93 600 рублей. And my individual training amounted to 93,600 rubles. С июня по ноябрь, за 6 месяцев, обращаю внимание. And that was the amount from June to November, over 6 months. Но вы можете сопоставить себе осень-зима 2018 года с точки зрения событий и переговорных процессов. And you can imagine how many various events and negotiations we had in autumn and winter 2018. Кроме всего прочего, я еще раз повторюсь, одной из главных линий работы РУСАДА и восстановления стало открытие организации. And I would like to state once again that one of the main focuses of RUSADA after its recovery was to open up. Руководители подразделений принимают активное участие в работе международных рабочих групп. And our heads of departments participate actively in the work of working groups on an international level. Мы не ждем, пока к нам придут. Мы активно участвуем в повестке дня антидопингового движения. So we do not expect other people to come to us. We participate actively on the agenda of the international anti-doping movement. Более того, я хочу сказать, что текучесть персонала внутри организации крайне мала, поэтому эти все компетенции используются и в настоящее время.
And I would also like to highlight that the personnel turnover in the company and in our organization is very low. So all of these competencies acquired are actively leveraged. Но на самом деле вот этот подвод, это подводка насчет обучения языку, а дальше следующее идет по поводу в РУСАДА выявлены многочисленные нарушения отчетности международных командировок. But that part about the English language was just a preparation to what is next to come in this article. So next the article says, in addition, numerous violations of the reporting of international business trips were revealed in РУСАДА. Значит, я вам могу сказать следующее, еще раз. РУСАДА открылась в 2017 году, и РУСАДА является активным участником международного движения. Мы участвуем в работе Совета Европы. Маргарита представляет более чем достойно. Ее отобрали еще до возвращения России в ПАСЕ, причем отобрали на конкурсной основе. Она стала руководителем новой рабочей группы в Совете Европы. So I would like to say once again that РУСАДА opened in 2017 and we are participating actively in international events. We participate in the work of the Council of Europe, and Margarita was selected to work there after undergoing a competition and winning it. That was even before the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, and she is now head of one of the working groups in the Council of Europe. Руководитель отдела планирования и тестирования Виктория Баринова и руководитель отдела науки активно участвуют в работе рабочих групп, которые организованы международными антидопинговыми лабораториями и центрами. Our head of the planning and testing department, Victoria Barinova, and the head of the scientific department participate in the working groups of international anti-doping laboratories and centers. Руководители отделов расследований, обработки результатов взаимодействуют со своими коллегами по профильным направлениям. Я вам могу сказать, это осмысленная, целенаправленная деятельность. И то, что я вижу в течение последних лет, ну каких последних, в течение практически всех лет, это вызывает раздражение, потому что фактически мы никого не спрашиваем, мы идем, и благодаря нашей активной позиции восстановлен авторитет и уважение к РУСАДА, а я вам могу сказать, стартовые позиции у РУСАДА были гораздо хуже, чем у спортивной юрисдикции России, потому что РУСАДА утратила доверие в своем сообществе. А сейчас РУСАДА пользуется доверием, с РУСАДА работают, РУСАДА является партнерской организацией, и к молодой команде относятся с большим уважением. The head of the investigation and result treatment department are collaborating with their counterparts abroad. So this is a focused activity, and this is what we have been doing over the last years, and of course that may trigger some discontent on behalf of some people, because we are not asking anyone, we are just working actively in order to restore the authority of РУСАДА and in order to gain respect for РУСАДА, because initially our position was worse than that of the other sports agencies in Russia, and that was the result of РУСАДА losing confidence and losing trust of its partners. So now, thanks to those activities, РУСАДА has regained its trust, and it is treated like a partner, and the young team enjoys great respect on behalf of its counterparts. Мы участвуем в формировании международной повестки дня антидопингового движения. We participate in the development of the agenda of the international anti-doping movement. Так вот, дальше читаю. Значит, никаких нарушений, связанных с командировками, у нас не выявлено. We haven't identified any violations related to international business trips. Потому что у нас ведется строгий документарный учет. Because our reporting and
documentary system is very strict. И на самом деле все обязаны отчитываться, все отчитываются, прикладывать документы, чеки, все как полагается. И я вам могу сказать, у бухгалтерии требования, которые я поддерживаю, безусловно, это безусловное требование полной документарной отчетности, что они и делают. And everyone is reporting and everyone is attaching to those reports all the necessary tickets, checks, and documents. And I completely agree with the position of our accounting department that requires everyone to provide full and complete reports upon all the business trips. Далее в этом написано, да, в этом, я не знаю даже как в статье написано, руководители РУСАДА ездили в заграничные поездки без документарного подтверждения фактического проведения мероприятий. Then the article says, managers of РУСАДА went abroad without any documentary evidence of the actual holding of events. Это невозможно. This is impossible. Потому что у нас планируются командировки, они обосновываются. Более того, я могу сказать, командировки планируются чуть ли не на год вперед, в течение всего года. Because all of our business trips are planned and they're justified. And by the way, we are planning all of our business trips for the year ahead. Бывают незапланированные выезды. У меня, например, когда я сейчас со своими коллегами, либо встречаюсь по отдельным специальным задачам с международными партнерами, точно так же, как и Маргарита, выезжает работать в Совет Европы. Это правильно, это нормально, это целесообразно, потому что, еще раз я повторяю, Россия является активным участником антидопингового движения. Я очень бы хотел бы, чтобы спортивное движение, например, ВФЛА, другие федерации, также активно бы участвовали в работе своих международных федераций и международных организаций. Sometimes, of course, there are some unplanned trips for myself when I meet some colleagues or when I have a special task. And for Margarita, who has to go to the Council of Europe. This is normal and this is relevant because, as I have already mentioned, РУСАДА is an active participant of the international anti-doping movement. And I would appreciate if other federations, for example, the Russian Athletics Federation, would also participate actively in the work of international federations. Причем, более того, вы знаете, я хочу сказать, меня это удивляет даже позиция, пассивность, которая связана как раз со стороны федерации, со стороны руководства спортивной организации в части взаимодействия. Поймите, международное спортивное движение, международное антидопинговое движение, это международное, еще раз, это взаимодействие постоянно, там формируется повестка, и необходимо участвовать в этой работе, определять свою позицию, свои предложения. And I'm even surprised sometimes by how passive other federations and other sports organizations can be. The international anti-doping movement is all about working together because we have a certain agenda and we need to participate in the drafting of that agenda. We need to voice our position and our proposals. Я вам могу сказать, мы очень активно участвуем в формировании международных новых документов, точно так же, как и внесении изменений. Действительно, мы вносим изменения, отстаиваем, обосновываем их, в отличие от той ситуации, которая была раньше, когда за это отвечало Министерство спорта. And we are actively participating in the drafting of new documents and amendments to the existing documents. And we really do propose our amendments, we justify them, we defend them. This is a radical change to compare with what was the case before when the Ministry of Sports was in charge of that. Я могу сказать, что мы приняли активное участие во внесении изменений в новую редакцию Всемирного антидопингового кодекса. For example, we took an active part in the amendments to the World Anti-Doping Code. Мы принимали активное участие в разработке нового стандарта по образованию. We also took an active part in developing a new educational standard.
точно так же, как и принимали участие в разработке других документов, которые, собственно говоря, вырабатывались, вырабатываются и будут вырабатываться, потому что мы являемся и должны быть, и мы должны быть активными участниками международного антидопингового движения, и любая спортивная федерация наша должна быть активным участником формирования повестки дня Международной федерации. Понимаете, потому что одно дело участвовать в соревнованиях, другое дело участвовать в органах управления и формировать повестку дня. We have also participated in the drafting of other important documents. We have been doing that and we will continue doing that because we are an active participant of the world anti-doping movement. And I believe that sports federations should also participate in the drafting of agendas of international federations, because it's one thing to participate in competitions and it's quite a different thing to participate in the work of bodies that create the agenda for that sport. Это обязательная необходимость. This is a must. И дальше пишет автор этого памфлета, значит, и завышали длительность командировок, находясь на самом деле на отдыхе. Прекрасно. Then the authors of this pamphlet article continue. РУСАДА leaders overestimated the duration of their business trips while actually being on vacations. That's amazing. Дело в том, что завышали длительность командировок, находясь на самом деле на отдыхе. So once again, they overestimated the duration of their business trips while actually being on vacation. Значит, я хочу сказать следующее. Вот, наверное, те люди, которые формировали вот эту статью, так называемую, они, наверное, так и ездят в командировке. Они судят всех по себе, что все будут набивать карманы баблом, извиняюсь за выражение, путешествовать и отдыхать в командировках, дальше кататься на такси по всему миру и оценивать всех, что все живут именно так. Так вот, все совершенно по-другому. I would like to say the following. People who wrote this article, perhaps that's they who judge all the others by what they do. It's they perhaps who fill their money, who fill their pockets with money, who travel while being on business trips, who try to travel all over the world by taxes. But this is not our case. Мы действительно очень рационально участвуем в международных поездках. Мы распределяем роли. Маргарита ездит в одном направлении, руководитель отдела в другом. Я взаимодействую с АйНАДО, с другими организациями, которые касаются нашей профессиональной деятельности. Таким образом, мы покрываем всю повестку, которая есть антидопинговую, в спортивном международном антидопинговом движении, наиболее эффективным образом. Actually, we organize all of our international business trips in a very rational way. We distribute roles between ourselves. There is a certain agenda for Margarita. There is another area of work for the heads of departments. I work with the national anti-doping agencies and on other issues. In that way, we cover the whole agenda of the international anti-doping movement. И для меня очень странно услышать по поводу отдыха. Я вам могу сказать, эти люди просто не представляют повестку. На самом деле, как правило, мероприятия проходят с раннего утра до вечера, и в даже неформальной обстановке все равно продолжается коммуникация. And it was really weird for me to read all that. I believe that these people have no idea, once again, what they're talking about. Because when it comes to business trips, usually all the events start early in the morning and end in the evening. And even when they're ended, there is still informal communication going on. Кроме всего прочего, вот это вот укор по поводу того, что завышали длительность командировок. Я вам могу сказать следующее. Что нами запланированы специально один-два дня, один день впереди, либо один день сзади, специально для того, чтобы планировать встречи помимо мероприятий, чтобы отдельно не летать, потому что одни из самых основных расходов – это расходы, связанные с перелетами, тем более, если это перелеты транзитные. And
regarding that statement about the overestimation of the duration of business trips, when we are planning business trips, sometimes we provide for an additional day before the main agenda or after it. And during that additional day, we organize meetings on the margins of the event so that we don't have to fly to those meetings later, because of course the most money on business trips is spent on air travel, especially if it is an international event. Я более того хочу сказать, привести пример. Например, в прошлом году был форум ВАДА, я как раз была, во-первых, был форум АйНАДА, форум ВАДА, потом было заседание комиссии Совета Европы, потом были 2 выходных, в течение которых у меня были запланированы встречи. А потом было еще 2 дня, когда я встречался, потому что Лозанна является центром расположения международных спортивных организаций. У меня каждый день проходили интенсивные встречи. And I'd like to give an example. Last year, there was the forum of AINADA, the forum of WADA, the commission of the Council of Europe. Then there were 2 days of weekend during which I had meetings. And then we left 2 days we left those 2 days for meetings, because Lausanne is a place where many international sports organizations are located. И автор этого памфлета, значит, делает следующий вывод. Все это, очевидно, дело с прямого попустительства Гануса. And I get back to the article. Then the author says, all of that obviously was done with the direct connivance of Mr. Ganus. Я еще раз повторяю, это было рационально. И я вам могу сказать, у нас перелеты эконом-классом. Вот один раз я только летал на встречу с ВАДА, но это было и то за счет контрактной. Но все перелеты исключительно эконом-классом. Все. Поэтому невозможно. И вы знаете, мы все равно работаем без отдыха. На самом деле мы летаем туда не для того, чтобы там путешествовать. Тем более я могу сказать, если вы хорошо знаете мою автобиографию, то я работал вообще в торговом флоте. В конце 80-х и в начале 90-х я, например, Амстердам знаю лучше Санкт-Петербурга, Лондон знаю лучше Питера. Поэтому, вы знаете, я удивляюсь, на самом деле, что там смотреть-то еще, ну, кроме новых там тем. Так же, как и многие другие города, понимаете, о чем разговор. Это вообще даже странно. Понимаете, просто нас изматывают эти командировки, я могу сказать. Какой отдых? So once again, all of our business trips are organized in a rational way. In addition, we fly in economic class. Only once that was not economic class, when there was a meeting with WADA. So again, usually it's economic class flights, and we are not having any rest there. On the contrary, we're constantly working on business trips, and all these flights are not for the sake of traveling. And by the way, if you know my autobiography a little bit, I worked in a commercial fleet at the end of the 80s and in the beginning of the 90s. So I know Amsterdam better than St. Petersburg. I know London very well, and I think I have seen there everything already. So that statement is really weird. We get really tired during those business trips. It's not at all about any traveling. Поэтому я хочу сказать одно. Я на этом фактически завершаю вот эту статью. Да, я хочу сказать, это полная ложь, которая не имеет под собой никаких оснований. Просто я привел вам цифры реальные и по поводу такси, по поводу так называемого обучения. Это все какие 11,3 миллиона рублей? Что это за ложь вообще просто несопоставимая? То же самое по поводу, например, воровства 110 миллионов рублей. Это в каком формате надо жить вообще? Извините, люди, которые меня знают, понимаете, они просто в шоке, на самом деле, от этой лжи просто. И самое главное другое. Люди не понимают, о чем они пишут. А заказчики этой статьи, а есть у этой статьи заказчики, их задача была направлена исключительно на дискредитацию РУСАДА. Им не нравится независимый статус агентства.
Им не нравится наша активная позиция, то, что мы участвуем в международной повестке дня и с нами советуются. Мы ведем аккредитацию нейтрального статуса наших спортсменов, участвуем в этом. Когда такое было? Мы сотрудничаем в расследованиях, мы работаем в рабочих группах, более того, даже возглавляем рабочие группы в Совете. Когда такое было? Более того, я обращаю внимание, давайте подождем ноября. И с большой степенью вероятности то предсказуемое решение, которое будет, все представители Российской Федерации покинут все спортивные организации мира. И единственная организация, которая продолжит свою работу в рамках международного спортивного антидопингового движения, будет РУСАДА. Поэтому в этом отношении РУСАДА остается, и, я надеюсь, останется, если не будет ничего тяжелого, да? Потому что это первый выпад. И Маргарита не даст соврать. Мы ждали этого. Вот я говорю, что это должно было быть. Вы знаете, те, кто работает против вот тех групп рабочих, которые там и по ВФЛА, и по спорту, им очень легко, потому что во всяком случае, все предсказуемо. Мы ждали атаки. Вот она пришла. Мы ждем дальше точно так же. Но вопрос заключается в чем? Зачем и в чьих это интересах? Зачем эта ложь? Это демонстрирует, знаете что? Что агентство, которое уважается в мире, понимаете, которое просто вообще здесь пытается растоптать, которое не ценят, а у нас замечательная молодая команда, которой можно гордиться и нужно гордиться. Понимаете? Более того, я понимаю, что раздражает. Их раздражает то, что мы восстановили агентство за короткий период времени. А они еще глубже улетели в пропасть, понимаете? И теперь, когда санкции ВАДА могут прийти с большой степенью вероятности, то единственная организация, которая останется вне санкций, это будет РУСАДА. Понимаете? Вот в чем дело. И это неприемлемо. Как же так? Так наоборот, это надо ценить, понимаете, потому что это ужасная культура. Я хочу напомнить того же Руна Андерсона, который неоднократно Дмитрию Анатольевичу Шляхтину обращал внимание в итоговых документах выступить. Нужна новая культура внутри легкой атлетики. Причем я не имею в виду культура, у нас великая культурная сторона. Культура, деловая культура, принятие решений и ответственности за эти решения. And So now I have gone throughout the article, and I can say that this is complete lie, which is completely unjustified. I have stated all the figures to you regarding taxi, regarding training, and I don't know where they found those figures of 11.3 million. This is complete lie. And what about the so-called stealing of the 110 million ruble? People who know me are shocked by these claims because they know who I am. And most importantly, the authors of this article don't understand what they are writing about. And the goal of those who ordered this article, since this article was clearly ordered, is to discredit RUSADA, because they don't like the fact that we are an independent and active organization. We participate in the drafting of international agenda. We are working on the accreditation of the neutral status of our athletes. We are participating in investigations. We are participating and presiding over the working groups of the Council of Europe. So this is quite unprecedented. And let us wait until November, when the WADA decision will be taken. And all the Russian sports federations will probably have to leave the international sports federations. And the only agency that will... Представители России покинут участие в международных спортивных организациях. Да, спасибо. The Russian representatives will leave international sports federations, and the only agency that will remain part of the international anti-doping movement will be RUSADA. And by the way, we expected such attacks. Myself and Margarita expected that
because there are those who are unhappy about what we do. The question is, why are they doing it? Who is interested in that? Because our agency is participating actively in the international agenda. We have a brilliant young team that we are proud of, and all of that is not appreciated. Of course, I may understand that some people may be irritated by the fact that we are working actively, and by the fact that probably RUSADA will remain the only agency participating in the international anti-doping movement according to the upcoming decision of WADA. However, all of that, what is happening, is unacceptable. This is awful culture. And I remember Rune Andersson telling Mr. Schlechtin about the need to elaborate a new culture in the athletics. And of course, by that, he means business culture, the culture of making decisions and taking responsibility. И вы знаете, вот заканчивается этот памфлет тем, что у силовиков уже все готово, и они ждут команды. Значит, я хочу сказать следующее. С силовиками и надзорными органами мы активно сотрудничаем, работаем. Причем и российскими, и международными. And the end of this article says that the law enforcement agencies are already ready and they are just waiting for the order. I can tell you that we are actually collaborating with the law enforcement agencies as well as with the supervisory bodies, both in Russia and abroad. Я могу сказать, что у нас налажено эффективное взаимодействие с управлением МВД по контролю за наркотиками. For example, we have effective collaboration with the Ministry of Internal Affairs Department controlling the drug trafficking and use. И я вам могу сказать, что у нас за период с 1.04.20 по 30.06 отдел расследования РУСАДА направил 10 материалов в Главное управление как раз по борьбе с наркотиками. And over the period from the 1st of April 2020 to the 30th of June 2020, the RUSADA Investigation Department sent 10 cases to the Ministry of Internal Affairs Department dealing with drugs and their trafficking. Мы активно взаимодействуем с органами прокуратуры. We are also collaborating actively with the prosecutor's office. И за этот же период у нас направлен один материал в Генеральную прокуратуру. And over the same period, we sent one case to the General Prosecutor's Office. Да, у нас есть проблемы в работе с Следственным комитетом МВД. Yes, we do have some issues when working with the investigative committee of the Ministry of Internal Affairs. К сожалению, было развалено дело, которое было инициировано нами. Unfortunately, the case that was initiated by us ended in nothing. Причем оно было инициировано как раз в то время, когда у нас работали международные эксперты ВАДА. And that case was initiated during the period where there were international WADA experts that worked with us. Я обращаю внимание к оценке, именно к экспертной оценке, к экспертизе. Была привлечена специальная независимая организация, которая специализируется на форенсик расследованиях, коррупционных расследованиях. And there was an independent organization specializing in corruption cases and forensic investigation that participated in the expertise. Мы оспариваем данную остановку дела в органах прокуратуры. And we are now challenging the decision about stopping the investigation in the prosecutor's office. Вот, поэтому я хочу сказать следующее, понимаете? Очень часто все пытаются говорить и показывать, как они прекрасно ведут какие-то форматы образовательные, презентации. Я могу сказать одно, что действие является самой прямой проекцией, подтверждением именно реального отношения к борьбе с допингом. Именно действие властей, это то, что у нас было. И по Чувашии, когда была инициирована группа, результаты которой вы знаете прекрасно. И опять-таки они были направлены на дискредитацию, были проверены
специальное исследование, которое опровергли все эти выводы. Что касается вопросов расследования, также была дана определенная оценка. Точно так же и по вот этому делу, о котором я говорю, как и по другим делам. And I would like to state the following. Many people are trying to show how efficient they are when making presentations or organizing some trainings. But I can say that action is the best confirmation of a real attitude to anti-doping movement. And action is what we do. That was the case in Czechoslovakia. You know all of that case when there was a research conducted that actually disproved all the claims, and that pertains to other cases as well. К сожалению, у нас возникли уже определенные вопросы, связанные с работой с новой администрацией Министерства спорта. And we also, unfortunately, have some issues in collaboration with the new administration of the Ministry of Sport. Дело в том, что у нас выстраивалась достаточно эффективная работа с заместителем министра Сидоракевичем Игорем Михайловичем по развитию законодательства, направленного на борьбу с допингом. Так же, как и по другим направлениям, собственно говоря. We had efficient collaboration with the Deputy Minister Igor Sidorkevich, and together with him we strived to elaborate anti-doping legislation and some other pieces of legislation. И мы 29.05, причем это уже не первое письмо, мы обратились как раз в Министерство спорта к министру со следующим запросом. Соответственно, в 2019 году был подготовлен проект федерального закона о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации. Это была проведена большая работа на самом деле. And on the 29th of May, we sent yet another letter to the Minister of Sports with the following request. In 2019, a draft federal law was prepared amending the labor code, and a huge work was conducted. Данный документ был разработан Министерством спорта России с учетом рекомендаций независимых международных экспертов и во исполнение пункта 7 комплекса мер по реализации национального плана борьбы с допингом в российском спорте, который утвержден распоряжением правительства Российской Федерации 10.07.2017 года. Комиссию СМИ, помните. And the goal was to take into account the recommendations by independent international experts in order to perform point 7 of the complex of measures aimed at implementing the national plan on fighting doping that was adopted on the 10th of July 2017. Причем предусматривающая подготовку предложений по внедрению мер, устанавливающих ограничения и запреты для лиц, нарушивших антидопинговые правила, вплоть до лишения права дальнейшей работы в сфере физической культуры и спорта. And some proposals were elaborated in order to develop some measures used to those who have violated anti-doping rules. And those measures included various degrees of severity up to banning the participation in all sports and physical education activities. Причем, значит, в этом же письме, подписанном мной, подготовленном как раз нашими коллегами, было указано, принятие данного законопроекта позволит предотвратить участие дисквалифицированных спортсменов, тренеров, либо иных специалистов в области физической культуры и спорта, в спортивных соревнованиях и тренировочных мероприятиях. This letter was prepared by my colleagues and signed by myself. And in this draft law disqualifies athletes, coaches, and other sports experts caught doping from participation in all the competitions and other sports activities. Соответственно, мы получили документ от 2.07, получили 9 числа его.
который подписан статс-секретарем, заместителем министра новым, в котором нам дан ответ. Значит, приводится большая преамбула, в котором говорится о том, что ведется большая работа в комиссии ЮНЕСКО по разработке там каких-то документов. Слушайте, мы говорим сейчас о той текущей ситуации, которая у нас в Российской Федерации. И дальше, то есть много чего пишется, да, вот более того, пишется о том, что был законопроект, было получено положительное заключение 16.01.2020. Прошу вас, переводить. And then on the 9th of July, we received a document dated the 2nd of July, signed by the State Secretary, the new Deputy Minister. The answer to this letter is very long. It starts with a preamble stating many information about the activities of a UNESCO commission, although there we are speaking about the situation in Russia. So there was some information about the fact that the draft law was approved. При этом, значит, оговаривается, вместе с тем, в 2019 году в регламент правительства Российской Федерации, утвержденный постановлением правительства того же Российской Федерации, да, внесены изменения, согласно которым разработка проекта федеральных законов органа исполнительной власти. В общем, пишется очень много, и на самом деле делается вывод. В связи с изложенным в целях правового обеспечения основания разработки законопроекта, предложение о его подготовке будет направлено в установленном порядке в Минюст при ближайшей корректировке вышеуказанного плана. То есть в данный момент времени, в настоящее время не вправе инициировать самостоятельное внесение документа в Государственную Думу и все остальное. Then there is information about the regulation of the Russian Federation government and some new rules of developing the draft federal laws. So there is quite a lot of information, but the conclusion is the following. Currently, it is impossible to initiate the submission of such draft laws to the State Duma. То есть, другими словами, национальный план, который был утвержден комиссией Виталия Георгиевича Смирнова, да, который был поддержан, которая велась работа, он отложен, все эти задачи. Я в данном случае не лоббирую ни один план, документ, никакой, ни другой, но мы говорим о том, что была проведена огромная работа, и сейчас я приведу вам статистику. Вот за тот же период, который я указал, вот с 1.04.20 по 30.06 выявлено 12 случаев нарушения условий нахождения дисквалификации спортсменов, в том числе 2 материала по окончанию расследования направлены в Международную Федерацию. То есть это что, не актуально или что, я не понял. 12 случаев выявлено. Более того, понимаете, и в этом отношении продолжается работа по проверке 3 возможных нарушений условий нахождения дисквалификации. Поэтому, слушайте, ну, 15 случаев, это что, мало? За короткий период времени, за 3 месяца. Пожалуйста, переводите. Сейчас я попробую на вопросы развести, потому что уже надо закругляться. Нет, подождите, Женя, что значит закругляться? Подождите, давайте я обосновываю позицию. Закругляться. Нет, это не вам, Юрий Александрович, это по телефону говорил. Хорошо, да. Хорошо, да. Давайте, может быть, повторить надо еще раз переводчику. Евгений, переводчика не слышно. Сейчас, минуту. Да. Уважаемый переводчик, пожалуйста, вы полностью услышали разговор или еще стоит вам повторить? Нас слышно? Я переводчика не слышу. Позвоните переводчику, Жень. Угу. У нас иностранные коллеги, да. Свяжись, пожалуйста, с переводчиком. Минуту, сейчас связываются с переводчиком. Юрий Александрович, а могу я пока в паузе задать вопрос? Да. Надо, чтобы наши коллеги тоже слышали. Да, сейчас, минуту. Тут появилось несколько вопросов. И, допустим, Наталья Марьянчик, Спорт Экспресс, задает вопрос. Когда и за какой год РУСАДА проходила аудит?
и за последние 3 года, и какие компании этот аудит осуществляли? Значит, я еще раз повторюсь, значит, аудиторскую компанию, вот я не буду вам врать, ее выбрали учредители, причем рекомендовал эту компанию наш председатель наблюдательного совета Александр Ивлев, который является управляющим партнером Ernst & Young. Да, то есть мы не участвовали в выборе этой компании. Более того, там были другие предложения, вот, хотя, по идее, мы должны были предлагать организацию, и не одну, они должны были утверждать. Но так же, как и раньше, так и сейчас, это сделали учредители. И в данный момент времени было проведено 2 аудита за 18-19 год, и каждый из аудитов, как я уже сказал, подтвердил, что значит, результаты хозяйственной деятельности РУСАДА полностью соответствуют. То есть бухгалтерская отчетность отражает аккуратно, оптимально, ну не оптимально, отражает достоверно результаты деятельности. То есть она соответствует, в соответствии с правилами, со всем остальным. Поэтому вот и все. Спасибо, Юрий Александрович. И тут следующий вопрос от Павла Гуреевича. Давайте мы все-таки, вот, что с переводчиком, Жень? Да, у меня буквально на несколько секунд пропала связь, я прошу прощения, все, теперь она нормально. восстановилась. Давайте я переведу этот кусок. Да, давайте, хорошо, да. So, regarding the audit, there were some proposals regarding the company to conduct that audit, and these were the founders that participated in its selection, and there were 2 audits conducted in 2018-2019, and both of the audits confirmed that the results of the economic activities of RUSADA are valid, and all the accounting reflects the transparency of the activity conducted by RUSADA. И, Александра, я хочу еще тогда повторить вот обоснование необходимости внесения, как раз когда у вас прервалась связь. Обоснование необходимости внесения изменений в трудовое законодательство. Почему? Потому что за период с 1 апреля по 30 июня 2020 года РУСАДА выявлено 12 случаев нарушения условий нахождения в дисквалификации спортсменами, в том числе 2 материала по окончанию расследования направлены в Международную федерацию. And once again, why it is necessary to make those amendments to the labor code? Because according to our statistics, from the 1st of April to the 30th of June, RUSADA identified 12 cases when the athlete violated the conditions of disqualification or ban, and 2 of those cases were sent to the international federations. Кроме всего прочего, продолжается работа по проверке 3 случаев возможных нарушений условий нахождения дисквалификации спортсменами. In addition, there is now an investigation undergoing regarding the possible violations of ban conditions by athletes. Поэтому, кроме всего прочего, я хочу сказать следующее. Вы знаете, да, причина падения ВФЛА – это фальсификация документов. In addition, you probably all know the reason of the failure of the Russian Athletics Federation. That was the falsification of a document. За этот период выявлено 2 случая фальсификации документов спортсменами. And over the same period, 2 cases of falsification of documents by athletes were revealed. Я могу сказать одно, что мы усиливаем, будем продолжать усиливать работу нашего подразделения по расследованиям, по обработке результатов. Я могу сказать, на настоящий период времени в обработке результатов находится 165 открытых дел. So we are going to enhance the activity of our Department of Investigation and the Results Processing. And currently we have 165 open cases. Поэтому, вы знаете, я не знаю, какие еще нужны приоритеты, какие нужны мотивы для приоритизации внесения изменений и новаций в действующее законодательство. Сколько нужно кризисов? У нас уникальная страна, мы переживаем сейчас 2 тяжелейших кризиса.
Даже одного такого кризиса не было ни в одной из стран. У нас два параллельно идет. Какие нужны еще приоритеты? So my question is, what are the other priorities or motives needed in order to finally innovate our legislation? How many crises are needed to do that? We are currently undergoing two very severe crises, and this is quite unprecedented. Even one such crisis is something that never happened in any other country, and we are now undergoing two of those. Значит, давайте, какие вопросы, Евгений, какие есть еще? Да, Юрий Александрович. У меня еще, да, Юрий Александрович, поступило несколько вопросов от наших коллег. Вопрос от информационного агентства BBC, Елизавета Фок. Переводите, пожалуйста, да. We have received several questions from our colleagues. There is a question from BBC, Елизавета Фохт. Первый вопрос. Почему вы решили отреагировать на пост не самого влиятельного анонимного канала? The first question is, why did you decide to respond to a post by not a very influential independent channel? Вы знаете, спасибо большое за этот вопрос. Я знаю, что когда ты реагируешь на, скажем так, подобного рода движения, да, то фактически ты поднимаешь их рейтинг. И они действительно там подняли. Но все было бы ровно так, если бы не было иначе. На самом деле, если бы это была их инициатива, если бы за этим не стояло нечто большее. А большее как раз за этим стоит это попытка очередного наезда на независимое антидопинговое агентство. И вопрос, если вот мы уберем всю эту шелуху необоснованную по поводу того, что Ганус украл 110 миллионов, необоснованно, это бред какой-то. По поводу такси на 11,3 миллиона, это мне надо по всей Европе кататься на такую сумму. И вот весь остальной бред, то главный-то фокус, понимаете, остается у нас где? Он остается здесь, в международной тематике. Вы посмотрите, как сейчас работает министерство. Оно закрывается, все документы идут под литерой ДСП. Понимаете? Поэтому вопрос, Денис задает вопрос, да, хочет задать вопрос. Thank you. Thank you for the question. You know, I know that while responding to this article, I'm improving their rating, which actually improved. But it is not like that was their initiative. There is something more behind all that. There is an attempt once again to attack the independent anti-doping agency, and there is all this nonsense in the article regarding the 110 million that I stole or the 11.3 million spent on taxes. If we don't take into account this nonsense, the focus of this article is the attack of the independent anti-doping agency. Я потом дополню на самом деле остальные доводы, которые я считаю, почему было необходимо ответить немедленно. Точно так же, как я ответил в прошлом году, если вы помните, когда был вброс через такие региональные СМИ, что РУСАДА согласовывает с ВАДА изменения в базе данных московской лаборатории. Я когда это прочел, я был в шоке. Понимаете, вот этот бред тогда внесли в наше медиапространство. И тогда я подготовил буквально, вот у нас есть отчет годовой, кстати говоря, я хочу сказать, коллеги, кому нужен наш годовой отчет, есть отчет на английском и на русском языках. Мы обязательно, РУСАДА вышлет вам, есть, соответственно, и русскоязычная, и англоязычная версия. Будьте добры, переведите. I'm later going to provide some other arguments. Why do I think that it is necessary to respond to this article right here and right now? I also responded quite quickly to the last year article made in some regional media about the fact that the RUSADA agency and WADA are collaborating in order to change the databases of the Moscow laboratory. I was actually shocked back then. So, by the way, we have an annual report of RUSADA, and if you want to read it, we have the English and the Russian version, and I will send it to you if you request it.
Смотрите, вот приложение номер 2 – это открытое письмо, заявление по поводу этого вброса. На самом деле это было вызывающе, понимаете? Не ответить нельзя было, потому что, по сути, там была специальная обертка и была подводка. Понимаете, это была ложь, ну просто это беспредельно как раз, тем более в тот период, когда формировалась позиция в обществе. Сейчас то же самое идет. То есть идет попытка накануне заседания КАС фактически сформировать определенное поле и определенную позицию в отношении и руководства РУСАДА. Ну, еще раз я повторюсь, я представляю агентство. И, естественно, это не только на меня, это на агентство наезд. Поэтому давайте Денису, давайте. Юрий Александрович, давайте по порядку. Мы сейчас давайте ответим на вопросы, которые из чата, а Денису мы дадим тоже слово. Второй вопрос от агентства. Можно успею перевести? Да. То, что было сказано. So here in the annual report, you can see annex number 2, and it contains an open statement in response to that article, because I could not respond to it because it is sheer lie once again. And today the same thing is happening. Just right before the session of Court of Arbitration of Sport, I represent RUSADA here, and this is an attack not just on myself, but on RUSADA as an agency. Ага. Юрий Александрович, вопрос номер 2. Были ли у вас реальные претензии со стороны правоохранительных органов, повышенное внимание, какие-то беседы или даже возможные намеки? Question number 2. Were there signs of real attention or claims on behalf of law enforcement agencies towards you? Maybe high attention or some conversations or maybe some hints? А кто автор вопроса? BBC. Question from BBC once again. Значит, вы знаете, я хочу сказать следующее. Были определенные прецеденты после моего заявления президенту Путину, которые я получил немедленно через 2 часа после этого заявления по телефону. Кроме всего прочего, были также в ходе рабочие, и не только в отношении меня, также в отношении некоторых наших сотрудников. Поэтому в этом отношении все подобного рода контакты мы отслеживаем, и я могу сказать одно, что мы федеральное национальное антидопинговое агентство. Мы ведем свою работу в интересах, национальных интересах чистого спорта Российской Федерации. There were some precedents after my demand to President Putin. I received such an address by phone, and not just myself, but also some of my colleagues. We are tracing those contacts, and I'd like to state once again that RUSADA is a federal national anti-doping agency of Russia that is acting in the national interest in order to promote clean sport in Russia. Я несколько раз давал комментарии по материалам дела как раз в Следственном комитете МВД, но оказалось, что там просто делали определенную подоплеку для того, чтобы его закрыть. Я понял, к сожалению, это буквально за одно из приглашений, да, до того, как они закрыли это дело. Потому что я привлек адвоката, но они его уже закрыли. And later I understood that it was somehow related to the fact that one of the cases was closed by the investigative committee on the Ministry of Internal Affairs. And I understood it a bit late, unfortunately. I started working with a lawyer, but the case still was closed. Юрий Александрович, Да. следующий вопрос. Вы говорили о том, что ждали вместе с Маргаритой атаки. Кто, на ваш взгляд, за ней стоит? ВФЛА, Минспорта, силовые структуры. Кому конкретно и поименно выгодно бросить тень на вашу репутацию? The next question. You said that you and Margarita expected those attacks. How do you think, who is behind those attacks? Is it the Russian Athletics Federation or the Ministry of Sports or some security or law enforcement agencies? Who? Значит, я хочу сказать следующее. Это представители спортивной власти, которые остались до сих пор у власти. У нас сменилось Министерство спорта, которое продолжает, по сути, дальше моделировать ситуацию. И фактически они готовят, то есть вот те действия, которые сейчас идут, это действия фактически подготовки к обоснованию
переводу стрелок там и поиска, ну, назовем это так, истинных проблемных, да, участков внутри спортивной юрисдикции, перевода стрелок. Поэтому мы будем отвечать немедленно, и причем будем отвечать на это публично, открыто и широко. Угу. Юрий Александрович. Сейчас, ответ. Угу. Да, переводите, Has пожалуйста. changed. Today's actions that we can observe represent just a preparation to the attempts to find a guilty person or a guilty agency, and we are going to respond to such attacks publicly, immediately, and transparently. Просто, понимаете, ситуация такая. Были допущены, совершенно очевидно, по моему мнению, были допущены ошибки в части вывода спортивной юрисдикции из кризиса. Я высказывал, я не буду говорить вперед, а то скажу, что я еще это решение предвидел, да, которое будет решение в КАС. Но как юрист я могу сказать, для меня очень сложно на самом деле видеть эти документы и при отсутствии обоснований увидеть другое решение. Но давайте дождемся. Но насколько я понимаю сейчас эту картину, эту истерию, я еще раз повторяю, мы ждали, я ждал этого. Говорил, Маргарита не даст соврать, я говорю, что это вопрос времени. Я не думал, что так рано, понимаете? Ну, наверное, идет подготовка. Поэтому не нужно портить, более того, понимаете, это же все тоже, это очень плохо отражается на юрисдикции. Это общая культура внутри юрисдикции. And during the attempt to bring the Ministry of Sports out of the crisis, some mistakes were made. And I'm not trying to anticipate here the decision of CAS, but still, as a lawyer, when I consider the situation overall, I can expect that decision that I mentioned, but let us wait for the decision of the court. But once again, yes, I expected those attacks, and Margarita will confirm that. I just perhaps didn't expect them to come so early. Perhaps they're trying to prepare something. Юрий Александрович, следующий вопрос. Павел Гуревич, Спорт24. Да. По имеющимся данным, 2 июля 2020 года офицеры допинг-контроля прибыли на территорию базы озера Круглое для сбора антидопинговых проб у спортсменов, проходящих там соревновательные сборы. В связи с тем, что представителям тестирующей организации не были представлены справки об отсутствии у них коронавирусной инфекции, а также действиям на территории строго антиэпидемиологического режима, в доступе на территорию базы им было отказано. Вы можете сейчас переводить, и я буду еще читать, не полностью вопрос еще. Question by Pavel Gurevich, Sports24. According to the data available, on the 2nd of July 2020, doping control officers came to a training camp base to collect anti-doping samples from athletes who were undergoing a training camp there. The representatives of the testing organization did not receive certificates about the absence of coronavirus infection. And another explanation given was that on the territory of the campus, a strict anti-epidemic regime was respected. By and large, the officers were denied from entering the training camp. Вместе с тем, сотрудниками допинг-контроля было выписано предупреждение спортсменов в связи с пропуском. Вместе с тем, сотрудниками допинг-контроля было принято решение всем указанным спортсменам объявить предупреждение в связи с пропуском допинг-тестирования. Указанные действия представителей допинг-контроля вызвали активное недовольство со стороны спортсменов, которые заложниками сложившейся ситуации являются, так как они не попытались уклониться от тестирования. Почему РУСАДА не обеспечила безопасность спортсменов? Still, the doping control officers decided to
alert the athletes about the fact that they have missed the doping testing. And those actions by the doping control officers, of course, were not welcomed by the athletes because they became hostages of that situation as they did not try to evade testing. So why did РУСАДА not ensure the security and safety of athletes? Я могу задать вопрос дополнительный. Это были сотрудники допинг-контроля РУСАДА? May I ask an additional question? Were those the doping control officers of РУСАДА? Мы ожидаем ответа, если ответ будет. Давайте я сейчас начну давать ответ, потому что вы коснулись как раз очень важного вопроса, которого я тоже хотел коснуться, потому что вот я даже не знаю. Знаете, в начале недели я отправил достаточно строгое письмо в адрес первого заместителя министра спорта, нынешнего Кадырова. Вот. И мы получили ответ от первого заместителя министра спорта Азата Рифгатовича Кадырова о том, что, значит, Минспортом России разработан временный порядок организации проведения тренировочных мероприятий на федеральных спортивных базах, подведомственных Минспорту. В целях выполнения требований временного порядка. Переводите, пожалуйста. I will still start answering the question because it raises an important issue that I would like to talk about. At the beginning of the week, we received the response of the Deputy Minister of Sports, Mr. Kadyrov, to our request regarding the temporary order of training camp functioning. И, значит, в целях выполнения требований временного порядка и сохранения безопасности спортсменов спортивных сборных команд России просим организовать тестирование сотрудников РУСАДА, осуществляющих функции допинг-контроля, и направлять их на федеральные спортивные базы документа прохождения теста на новую коронавирусную инфекцию со сроком давности не позднее 48 часов. And according to this temporary order, and in order to ensure the safety of athletes during the training camp, we received a request that doping control officers representing РУСАДА, when they go to such training camps, they need to provide a document confirming that they don't have the novel coronavirus infection. The validity of the document is 48 hours. Соответственно, когда мы получили это письмо, мы восприняли это письмо с учетом того, что тем более это оно временно регламентное. А я могу сказать, что меры, предпринятые РУСАДА, беспрецедентные. На самом деле мы переносили тестирование с мая месяца. С тех пор, как мы получили подтверждение Роспотребнадзора и ВАДА. Фактически мы разрабатывали меры допинг-контроля, ориентируясь по безопасности на на сотрудников скорой помощи и на рекомендации ВАДА. То есть фактически на документы, регулирующие деятельность экстренных медицинских служб. Переводите, пожалуйста. And so we received that letter about the temporary order, and I have to say that the measures regarding the fight of coronavirus taken by РУСАДА were truly unprecedented. And when developing our measures, we were focused on the measures of ambulances and WADA. So actually, we were using the measures used by emergency organizations. Я могу сказать, когда мы подали документы, когда мы получили ответ из Роспотребнадзора, замечания, которые были в Роспотребнадзоре, знаете, какие были? Переводите, пожалуйста. And you know what were the remarks by Rospotrебнадзор when we received their response? Это вторая пара перчаток на руках. Their remarks were about the second pair of gloves on the hands. Это респираторы профессиональные, которые и так у нас планировались. Another one was concerning the professional respirators that we were actually planning to use. И то, что очевидно сейчас удорожает тестирование, это утилизация костюмов. Мы вынуждены заключить договор на утилизацию костюмов по всей стране. Представьте себе, это дополнительные затраты на
пробы, но мы это сделали. And another remark was about the disposal of costumes, and we had to conclude contracts on such special disposal throughout the country, which entailed huge costs, but still we did that. И в этой связи, когда мы подавали неоднократно, причем, понимаете, ну опять-таки мы законники, мы выходим и говорим, давайте, нам нужно проезжать по стране беспрепятственно. Нам нужно заходить в закрытые города. Это вообще, на самом деле, вопрос дорожной карты. Мы готовы к этому. Как тут уже на следующей неделе должен был начаться чемпионат страны по футболу. And we highlighted on numerous occasions that we do need free access even to closed cities, and we were ready for that since we ensured all the safety measures. And by the way, that was 1 week before the Russian football championship. И мы не дождались никакого ответа. То есть, по сути, было принято решение о том, что наши ИДК, причем они, наши инспекторы допинг-контроля, одеваются в действительно соответствующие костюмы защиты, одевают все средства индивидуальной защиты и, соответственно, одевают маски, все полностью экипированы. Более того, даже мы получили рекомендации от наших врачей. У нас, кстати, внутри организации есть так называемый карантин-мейстер, то есть тот, кто отвечает за соблюдение карантина, за организацию этого режима внутри, в том числе за контроль регионов, куда мы можем выезжать, где изменяется ситуация, изменяется. Они буквально нам регулярно, на постоянной основе докладывают о текущей ситуации по карантину, по стране, по регионам. And we never received the answer. And by the way, our doping control officers wear all the respective costumes, all the personal protection equipment, they wear masks, they are fully equipped. And by the way, inside RUSADA, we also have a special quarantine officer who is following and tracing all the developments regarding this lockdown and the epidemiological situation. He is tracing whether you can go to a certain region or it is closed, and what's the current epidemiological situation in general. Но если спортивное мероприятие, а мы знаем, что базы открываются, более того, я хочу сказать, когда базы закрывались, у нас было другое мнение. Я вообще считал, что всех спортсменов надо было оставить на базах, но сделать закрытый режим. Когда мне сказали, что там, мол, типа, сопровождающий персонал, слушайте, посадите туда людей, которые будут там находиться, но безвыездно, но в жестком карантине. И тогда спортсмены форму соблюли бы, и все. Но я не буду этого касаться. Потому что сейчас тогда получается, когда мы изначально выходили, мы сами выходили строго в карантин, и сейчас подходим к тестированию также строго. Нас сейчас ставят в ограничительные невозможные меры. Прошу вас, переводите. And now the sports bases and camps are opening, and there was a period, of course, when they were closed. And by the way, my opinion was that all the athletes should remain in those training camps and continue their training. However, that was not the case, and there was an explanation that there will be no personnel supporting them during the lockdown, but still my decision and my opinion is that the athletes should have remained in the training camps, but I'm not going to dwell on that right now. So we treated the lockdown very strictly, and we have a very meticulous approach to testing, but now our activities are impeded. Юрий Александрович, и вот мне подсказывают коллеги, что это были не наши инспектора допинг-контроля. И Colleagues are telling me that they were not the RUSADA doping я control сейчас officers. Я сейчас отвечу и на этот вопрос тоже. But I can answer this question as well. Смотрите, так вот, значит, и вот это письмо, да, которое, оно достаточно строгое, жесткое, наверное, это первое письмо, где мы, к сожалению, вошли в определенный клинч с точки зрения непонимания. Так вот, уважаемый Азат Равкадович, мы внимательно ознакомились с вашим письмом, содержащим требования Минспорта к тестированию инспекторов допинг-контроля Российского антидопингового агентства РУСАДА. К сожалению, вынужден заявить следующее.
Рекомендация Роспотребнадзора и временный порядок Минспорта России не содержат требований или рекомендаций к сотрудникам РУСАДА или ДК о необходимости иметь данное тестирование на коронавирусную инфекцию со сроком давности не позднее 48 часов. Переводите, пожалуйста. So our response to this letter was also quite strict, and unfortunately this was the first case of misunderstanding. So that was a response to Mr. Kadyrov. We answered that we got acquainted with the requirements of the Ministry of Sports towards testing of the doping control officers and took into account the recommendations of Rospotrебnadzor as well as the temporary order of the Ministry of Sports stating the necessity to test the doping control officers with the validity period of 48 hours. В соответствии с общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными Минспортом, ИДК не относит, инспектор допинг-контроля не относится к персоналу спортсменов, а также не являются штатными сотрудниками РУСАДА. According to the Russian anti-doping regulations, doping control officers are not part of the athlete support team, and they are not full-time employees of RUSADA. Рекомендация к сроку 48 часов установлена только для спортсменов и тренерского персонала перед игрой. The recommendation regarding the validity period of 48 hours is established regarding athletes and coaches before the game. В обычный период для тех же спортсменов и тренерского персонала частота тестирования один раз в неделю, то есть гораздо больше, чем 48 часов. In a regular regime, the frequency of testing for athletes and coaches is 1 time per week, which is much rarer than once per 48 hours. Стоит отметить, что указанные во временном порядке условия носят рекомендательный характер, а не являются обязательными требованиями. In addition, those conditions stated in the temporary order are recommendations and not something mandatory. Наше соглашение с ИДК, а у нас соглашение, дополнительное соглашение с инспекторами допинг-контроля, предусматривает соблюдение инспекторами допинг-контроля режима самоизоляции после прохождения теста и до получения его результатов. According to our agreement, and by the way, we have an additional agreement with the doping control officers, they have to respect the self-isolation regime after making the test and before they get the results. А также после получения результатов и до начала выполнения своих функций на миссиях. In addition, they have to self-isolate after getting the result and before they start their mission. Для исключения риска инфицирования во время тестирования. This is done to exclude the risk of infecting during the testing. При всех указанных условиях и требованиях срок 48 часов с момента получения результата до начала выполнения функций инспектором допинг-контроля на миссиях реализовать крайне сложно, поскольку требуется провести подготовку к миссии, соблюсти режим самоизоляции с момента проведения тестирования. And taking into account all those conditions, it would be very difficult to respect this 48-hour period between getting the result and starting the mission, because during that period, the doping control officers have to respect the self-isolation regime. Даже исключив соблюдение режима самоизоляции после прохождения тестирования, And even if we exclude the self-isolation regime after the testing, пункт 14 временного порядка содержит запрет на вход на территорию базы лиц, не связанных с обеспечением тренировочных мероприятий, которыми ИДК не являются. То есть полученное требование уже противоречит временному порядку. in addition, this requirement goes against the temporary order, because according to item 14 of the temporary order, all people who do not ensure the training process of the athletes are banned from entering the training camp, and doping control officers are not part of the coaching team. И следующий пункт. Подобный подход не отражает также понимание экономических реалий в существующих условиях, так как безосновательная частота тестирования на коронавирусную инфекцию один раз в 48 часов
инспекторов допинг-контроля РУСАДА увеличит расходы на тестирование каждого спортсмена, которое и так значительно выросло после закрытия Московской антидопинговой лаборатории по независящим от нас причинам. In addition, such an approach is not valid in terms of the economics. It is groundless to organize testing once per 48 hours for doping control officers. That would significantly increase the spending related to the testing of athletes, in addition to the fact that the Moscow anti-doping laboratory was closed for reasons independent of us. В связи с ростом стоимости логистики в существующих условиях международной лаборатории, а у нас закрылась лаборатория, мы отправляем все пробы за границу, и тарифы DHL, они тоже кризисные, они чуть выше. And now, due to the fact that the laboratory was closed, we have to send all the samples abroad, and the DHL tariffs, due to the crisis, are also increased now. А также в связи с закупкой соответствующих средств индивидуальной защиты при наложении на нас требований по их утилизации. А с учетом того, что требования по тестированию наших спортсменов после международного спортивного арбитража в ноябре этого года с высокой вероятностью будут составлять 6-7 проб на каждого спортсмена для допуска к соревнованиям международным. In addition, there are requirements related to the disposal of personal protection equipment, which is also costly. In addition, there are some issues regarding tests, because probably after the upcoming CAS meeting, our athletes will have to undergo 6 or 7 tests before being accepted to participate in competitions. Мною было также, я информировал первого замминистра о том, что у нас был сокращен бюджет на 10% РУСАДА при экспансии коронавирусной инфекции. In addition, I informed the Deputy Minister that the РУСАДА budget was decreased by 10% due to the coronavirus situation. Мы с пониманием отнеслись к этому, потому что везде, конечно, количество тестирований сократится и количество спортивных мероприятий, поэтому это понятно. Но при этом, ну да, я прошу да. And we can fully understand that, because due to the lockdowns, the number of tests and the number of sports events will reduce. И дальше было, я добавил, совершенно очевидно, что бюджета РУСАДА на покрытие всех ожиданий спортивной организации России не хватит. Более того, я хочу сказать, мы тестируем в соответствии со своей программой. И те спортсмены, которые попадают в нее, они, соответственно, будут тестированы. Все, которые не попадают, они будут тестироваться уже на других условиях, потому что мы тестируем в строгом соответствии с международным стандартом по тестированию расследований. И я таким образом, настоящим, считаю вас должным образом уведомленным об этом. The budget of РУСАДА thus will not be able to cover all the spendings related to tests throughout Russia. We follow our own program of tests, and athletes that are part of this program currently will be tested, but other athletes can be tested on other conditions, because our program of tests is elaborated in accordance with international standards of testing and investigation. So I hereby notify you of that. Я полагаю, что Министерство спорта это должно волновать, тем более в условиях существующих бюджетных ограничений. I think that the Ministry of Sports should be concerned about that, taking into account the current restrictions. Ну и я не буду читать все до конца, но таким образом считаю, что требования Министерства спорта по наличию у инспекторов допинг-контроля РУСАДА данных о тестировании на коронавирусную инфекцию со сроком давности не позднее 48 часов в полученном виде необоснованными, противоречащими документами самого Министерства спорта, чрезмерными, препятствующими осуществлению деятельности РУСАДА. I will not read this response until the end. The conclusion is that I informed the Ministry of Sports that their requirement about all the doping control officers providing the results of a coronavirus test done within 48 hours of this presentation are unjustified. They go against the documents issued by the Ministry of Sports itself. They are
too much and they prevent РУСАДА from conducting its activities. Были приведены также все нормативные вопросы, все нормативное регулирование нашей деятельности. И вот как раз отвечая на тот вопрос, да, который был задан коллегой, ввиду того, что мы практически не получаем никакую конструктивную поддержку по нашим запросам, направляем в Министерство спорта, хочу вас проинформировать о том, что наши инспекторы допинг-контроля продолжат свою работу в соответствии с утвержденными документами государственных органов и ВАДА. Прошу вас. In addition, I wrote that we do not receive due support of our request, and I informed that doping control officers will continue their work in according to the documentation by WADA and by the state authorities. И если при заходе на территорию спортивных объектов им будут чиниться препятствия, and if some obstacles to their entry to these training camps are made, они немедленно будут покидать объект с фиксацией нарушений правил доступности. They are going to leave the facility immediately while recording the violation of accessibility. Со всеми вытекающими из этого последствиями. With all the consequences that are based on that. На самом деле я хочу сказать следующее. Мне крайне неприятно было, естественно, более того, вот я вас проинформировал, как раз это, понимаете, ситуация такая. У нас соблюдаются беспрецедентные меры. Я не знаю, как заходят другие агентства. Я могу сказать одно, что наши заходят строго в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, вот то, что я сказал, вот буквально для сотрудников скорой, и требований ВАДА. Более того, когда они заходили вначале там, в 30-градусную жару в тяжелых этих комбинезонах, мы даже получили предупреждение от врачей, что они могут получить тепловой удар ввиду того, что они закрыты там полностью. Вот, поэтому, понимаете, мы действуем строго в соответствии. Если инспекторы допинг-контроля других организаций заходят на базу, не выполняя требования Роспотребнадзора, а они у нас опубликованы. Более того, мы разослали их по всем федерациям. Прошу вас, не водите тут много. So that was quite unpleasant for me, and actually we took really unprecedented measures. I don't know what about other agencies, but our safety measures were based on Rоспотребнадзор requirements and the requirements of WADA, and our officers had to go there in 30 degrees of heat wearing those heavy uniforms, and even doctors warned us that they may get a heat shock because these uniforms are very heavy. So we respect all the requirements very strictly, and I don't know how doping control officers of other organizations can enter the territory of training camps without respecting the Rоспотребнадзор requirements. Поэтому вы понимаете, если вот мы опубликовали те требования, которые у нас, если будут заходить инспекторы допинг-контроля в упрощенном виде, без надлежащих средств и форм защиты, это необходимо фиксировать, конечно, и это необходимо обосновывать. Вот поэтому, но то, что касается, я могу сказать, действий РУСАДА, мы даже предпринимаем меры контрольные, сами мы контролируем, как наши ИДК, инспекторы допинг-контроля, выезжают на миссии. Понимаете, поэтому здесь мы уверены в том, что они четко соблюдают, и поэтому вот беспрецедентные вот эти вот, в том числе ограничительные меры, я считаю, просто ограничительного характера, они не являются приемлемыми, тем более для первого заместителя министра спорта. And we have published all those requirements provided by Rоспотребнадзор, and if there are doping control officers who enter the territory of training camps without wearing those personal protective equipment, these should be recorded and this should be explained. РУСАДА is controlling the doping control officers that participate in its missions, and so we are sure that they respect all those requirements. Once again, we took unprecedented measures, and the restrictions imposed by the ministry are unacceptable.
Юрий Александрович, и Да. вот хочу задать несколько вопросов, потому что журналисты нам их задают. Олег Евстеев. Вы Денису Косинову отдайте вопрос, он уже давно Олег, ждет. да, мы идем по порядку, мы сейчас хорошо. зададим вопросы, которые были заданы нам ранее в чате, а потом мы перейдем уже... Хорошо, да, давайте. So we go on with the questions in the chat. Окей, Олег Евстеев. Доброго времени суток. Вы уже упомянули про биатлон. Как вы прокомментируете завтрашнее избрание Виктора Майгурова президентом СБР? Майгуров лично не замешан в допинговых делах, но тесно работал с подозреваемым Бессенбергом. Вы знаете, я бы не стал сейчас вот эти вещи комментировать. Давайте так, это тем более в преддверии выборов. Я не хочу... Давайте тогда следующий вопрос. Да. Вы переведите, пожалуйста. От Альберта Стародубцева. A question on behalf of Oleg Yevsteev about biathlon. What can you say about Mr. Mayfurov, president of the Federation of Biathlon of Russia? He was not involved in doping cases himself, but he communicated with Mr. Bessenberg that was involved there. Answer. I am not going to comment on those issues right now. Let's move on to the next question. Я имею в виду, что перед выборами, понимаете, я не хочу оказывать влияние на проводимые завтра выборы. It's just that I don't want to influence the upcoming election. Юрий Александрович, и вот вопрос от Альберта Стародубцева, информационное агентство ТАСС. Юрий Александрович, я правильно понимаю, что каких-то серьезных претензий аудиторы к РУСАДА не предъявили, а все замечания носили характер технических? A question on behalf of Oleg Starodubtsev, TASS. Do I understand correctly that auditors did not have any significant remarks about your operations? All the observations were technical. Answer, yes, indeed. Это так и есть. На самом деле они носили именно технический характер учета. Там какой-то в части в политике учета. Но самое главное другое, что даже при том, что есть, это не оказало какого-то негативного влияния на достоверность и актуальность той информации, которая была приведена. Потому что главный вывод отчета – это что отчет достоверен, да, что он отражает реальное положение дел внутри организации. Он соответствует требованиям ПБУ и правилам бухгалтерского учета и все остальное. Yes, there were some technical remarks regarding the policies, but what's most important is that auditors confirmed that our reports reflect the actual situation and all the rules of accounting were respected. И я могу сказать, что у нас составлена, повторюсь еще раз, дорожная карта, и, по-моему, боюсь соврать, до 15 августа мы все эти замечания устраним. And I would like to highlight once again that we have established a roadmap and we are going to correct all those issues before the 15th of August. Юрий Александрович, и следующий вопрос от Владимира Галимова. Пожалуйста, вы можете его задавать, вы в прямом эфире. Юрий Александрович, здравствуйте. Владимир Галимов, Матч ТВ. Добрый день. Вот, Юрий Александрович, вот в декабре 2019 года общим собранием членов РУСАДА, высшим органом вашей организации, было принято решение о несогласии с выводами ВАДА о несоответствии РУСАДА. Вы тогда проинформировали ВАДА, но, соответственно, вы выразили свое собственное мнение отлично от мнения высшего органа вашей организации. В дальнейшем зачастую ваши мнения, они как бы расходились. И вот в такой ситуации, в соответствии с этикой организации, не возникало ли у вас желания, соответственно, покинуть РУСАДА, поскольку вы зачастую расходитесь во мнениях с высшим органом вашей же организации? Question on behalf of хороший вопрос. Question on behalf of Vladimir Galimov, Match TV. In December 2019, a meeting of the General Assembly of RUSADA, the highest body of RUSADA, took place.
And during that meeting, you voiced the fact that you did not agree with WADA conclusions regarding the non-compliance on behalf of RUSADA. So you voiced a different opinion, and quite often your opinion differs from that of the supreme body of your organizations. Did you have the idea or thoughts about leaving RUSADA, since quite often your opinion diverges? Answer. Thank you very much, Vladimir. That's a good question. Я хочу сказать следующее. На самом деле, я профессионально независимый директор, да, и профессиональный управляющий. Поэтому я долгое время работал в советах директоров в качестве председателя совета директоров и работаю в том числе в органах управления. Так вот, я вам могу сказать следующее, что я полностью выполняю свою работу в полном соответствии. РУСАДА является соответствующей организацией. Понимаете, есть требования и правила корпоративного рекомендации по корпоративному управлению. В соответствии с этими рекомендациями, соответственно, то решение, которое приняло общее собрание, а мы посмотрим решение, да, чем... Смотрите, давайте сейчас просто проанализируем вот эту ситуацию. So Значит, I can say that I'm a professional, independent director and manager, and I have been member of various boards of directors, and I have been president of board, and I have participated in the work of the supreme bodies of organizations. And I know the rules and the requirements of corporate governance. So let us just analyze this situation right now. Смотрите, прежде всего я отвечу вот на то, что вы сказали, очень часто расходятся. Все мои заявления связаны с изменением баз данных и все остальное. Это соответствует полностью ценностям и принципам. Понимаете, вопрос международного движения, и не только международного, нашего чистого спорта. Это в интересах, национальных интересах нашей страны. Почему? Потому что, давайте, переведите сюда. Regarding the fact that I often have an opinion that diverges from the majority, actually, my statement regarding the database responded to the values and principles. I acted in the national interest of the promotion of clean sport in our country. Я могу сказать одно, что я действовал и буду действовать принципиально. В этой связи мои действия и принципиальная позиция, они полностью соответствуют национальным интересам. Посмотрите, что произошло с лабораторией. Причем, если вы помните, этот вопрос ставился давно. Что у нас? Мы потеряли лабораторию. I acted based on principles which fully correspond to the national interest. And you just look what happened with the laboratory. We actually lost the laboratory. Лаборатория появится в лучшем случае лет через 8. В лучшем случае. And at best, we will have another one in 8 years. И все биоматериалы будут вывозиться за территорию страны. And all the biomaterial will have to be exported abroad. Я не говорю о логистике и стоимости всего, да, того, что происходит. Я не говорю о подрыве. Понимаете, здесь же я не говорю о подходах. В чем проблема дела Лысенко? В чем общность проблемы дела Лысенко и лаборатории? И изменения в базах лаборатории. And I'm even not speaking here about the logistics or the costs. It's about approaches. What is common between the affair of Lysenko and the case of the laboratory? Главное – это подходы порочные. The most important thing is that these are bad approaches. Понимаете, проблема заключается не в возможных нарушениях, хотя это тоже, да, они выявлены, они были раньше. И, собственно говоря, пришел министр, он не был тогда министром, когда возникли эти проблемы, но они были тогда. And yes, there were some problems, there were some breaches. Then the minister came, and he wasn't minister back then when these problems emerged. Вопрос заключается, что вы делаете с этими проблемами, понимаете? Если вы пытаетесь их скрыть, если вы не пытаетесь их решить, то это разрушает принципы международного спортивного движения. Это нарушает целостность этого движения. То, о чем говорит World Athletics. And the question is what to do with those problems. If you're trying to hide them, if you're not trying to resolve them, that destroys the whole principles and the integrity of the international sports movement.
That's what the World Athletics says. Дело в том, что Лысенко, Данил Лысенко, он мог бы уже выступать, понимаете? Он бы закончил бы в ближайшее время там, свою дисквалификацию. Вопрос заключается в том, что вместо того, чтобы разобраться, есть проблема, да, она есть, разберитесь, примите решение, но в соответствии, строгом соответствии с нормами. Начали прятать, начали что-то манипулировать, дали такую фальсификацию, это просто ужас. Она во Франции идет в соответствии, по-моему, с уголовным законодательством. Вы понимаете, это неприемлемо. Здесь тоже в базе, в лабораториях. Если выявлены проблемы, давайте разбираться. Нам все равно придет, ну не нам, я имею в виду не РУСАДА, а чиновникам все равно придется дать ответы на вопросы ВАДА. Что там произошло, кто это сделал. Это написано в документах. И нужно дать ответы будет. Нужно будет, если этого не будет, фактически это игнорирование подходов и принципов международного движения. Понимаете? А как в семье международной? Да, пожалуйста. Speaking about Danil Lysenko, he would just finish his ban period, but instead of investigating, instead of recognizing that there is a problem and finding a solution, they started to hide it, to manipulate, to falsify. And in France, I know that it would almost be compared to a breach of a criminal law. So this is unacceptable. And regarding the databases of the laboratory, again, we need to investigate into that, because all the officials will have to answer wider questions regarding who was it, what was it. They will have to provide answers, and thus with what they are doing, they are ignoring the principles of the international sports movement. Самое главное, понимаете, мы ответственны перед спортсменами, перед настоящим и будущим поколением, потому что мы даем повод им думать о том, что если они что-то допустят, там кто-то может договориться, либо что-то сделать, там намутить, да, и таким образом они избегут наказания. And in addition, we bear responsibility in front of the actual and future athletes, because they may just think that it is possible to avoid punishment. Понимаете, это вот то, о чем говорят, это нарушает целостность общей международной системы. Поэтому, вы понимаете, если мы хотим соревноваться на соревнованиях международного уровня, а я могу сказать, спорт высших достижений – это спорт международного уровня. Спорт международного уровня, спорт высших достижений невозможен без антидопинговой, соответственно, работы. В этой связи, если будут постоянные нарушения, мы, по сути, своими руками остановим целое поколение спортсменов. Поэтому, понимаете, здесь надо понимать правила. Если мы хотим жить в мире, значит, ну, это же принятые нормы, общие нормы приняты не только для нас, а не для всех, общие нормы. So this is a breach of the integrity of the whole international system, because the high-performance sport is international sport, and high-performance sport is impossible without anti-doping work. And if we don't resolve the current situation, we are going just to stop a whole generation of athletes. There are rules that exist, and there are norms that apply to everyone. Понимаете, на самом деле, вот эти кейсы, да, там, особенно кейс, Данил, это просто, понимаете, любые другие. Причем я вам привел пример. Мы зафиксировали 2 случая фальсификации. После этого, с апреля по июнь, я задаю вопрос, вы с ума сошли? Ну что вам еще надо? Остановилась Федерация легкой атлетики, одна из самых больших, понимаете? Ну как это? И это причина как раз вот подобного положения дел. До тех пор, пока в нашей спортивной юрисдикции не будет четко сказано, что нет, это неприемлемо, понимаете? Так нельзя жить. Значит, и будут следовать соответствующие меры до тех пор, пока не будет принято такое решение, мы постоянно будем находиться, балансировать, выживать, мы будем тянуться. Вы извините, но вы дайте спортсменам жить их спортивной жизнью. Спортсмены это все виноваты, они кладут жизнь на алтарь спорта.
And so I mentioned the case of Daniel, and then I have already mentioned as well 2 cases of falsification from April to June. And I was shocked by the reaction. What else do we need? The Russian Athletics Federation has already come to a halt, although it was one of the biggest federations. And the Ministry of Sports just needs to realize that and understand that until we find the balance, until we resolve this issue, we will continue to just try to survive, and athletes will have to pay for that, because athletes are not to blame here. They are the ones that dedicate their whole life to sport. И вот я возвращаюсь теперь к вашему вопросу, который вы задали, что у меня различается мнение с руководителями наших учредителей и различается мнение там членами Напсовета. Прошу вас, переведите. And now I would like to get back to your question about the fact that my opinion often differs from the opinion of the founders or the members of the supervisory board. Моя позиция принципиальная, как руководителя национального антидопингового движения. Меня поддерживает наша команда, понимаете? И мы будем принципиально вести. Более того, я скажу, я еще раз повторяю, это в интересах, национальных интересах нашего спорта. Потому что те люди, которые говорят, что типа мы там предатели, либо кто-то еще, я бы им предложил бы подойти к зеркалу, понимаете, и посмотреть внимательно на себя. Потому что они предают, понимаете, наши достижения нашего спорта. Как относиться к этому поколению спортсменов, ветеранам нашего спорта. Потому что происходит 5 лет кризиса, и впереди еще года 4. Но мы будем делать все для того, чтобы это сократить. Это в наших руках. Как и весь кризис, это было все в наших руках. Ну, не в руках РУСАДА, я имею в виду в руках России. So my position is that of principle, because I preside the national anti-doping movement and I'm supported by my team. And again, I'm acting in the national interest of our sport. There are some people who say that we are traitors, but I would suggest them to look at the mirror, because they think that we are traitors, but actually they are letting down the achievements of our sports and of our athletes, including the veterans. We have been in crisis for 5 years already, and there are at least 4 years of crisis ahead. But it is Russia, not РУСАДА, but Russia, who can rectify the situation. Это же вот, кстати говоря, я хочу сказать, смотрите, посмотрите на себя в зеркало человеческих ценностей. Это ценности, понимаете? Мы не должны, все не должны передавать эти ценности. Поэтому вопрос очень важно определиться, кто с какой. И я прямо сказал, я даже сказал на собрании учредителей, я не буду становиться в ряд, в строй, там, когда кто-то будет что-то нарушать. Это и есть принципиальная позиция, понимаете? Причем она не нарушает, понимаете, я действую в интересах ключевых стейкхолдеров. Это чистый спорт, чистые спортсмены. Хорошо, если вы скажете, что кто-то действует лучше, да, или вот в других, да, так подождите, у нас сейчас -3 Олимпиады с большой степенью вероятности. Если раньше стоял вопрос 2, 3, это большая вероятность. Второе, я бы на самом деле, я об этом понимал. Кстати говоря, это было понятно. Я не знал, что будет эта коронавирусная инфекция, конечно, но это, я думал, просто затянется экспертиза, там начнутся еще какие-нибудь вещи. Но подождите, что у нас сейчас получилось? С точки зрения даже политической ситуации. И для меня интересно, на самом деле, когда сейчас разговор идет, что в основном на нас удар. Подождите, да вы задайте вопрос там уже президенту. Вы знаете, что выборы 2024 года будут проходить, по сути, в режиме этих ограничений? А когда спорт находится и является одной из главных составляющих, кто должен об этом думать? Ну, не мы. Но они же должны были об этом думать тоже, если они представляют президента Российской Федерации. Юрий Александрович,
Regarding... Да, подождите, я хочу досказать. Да, извините, переводите, да. So it's all about human values, and during the meetings of the founders, I say openly that if there is a breach or a violation, I'm not going to exercise connivance in that respect. So my position is that of principle, and I act in the interest of the key stakeholders, that is to say athletes, because we have probably lost already 3 Olympics. We lost 2 Olympics. That's what we thought before, but now perhaps 3 are at stake. And of course, I did not expect the coronavirus pandemic, but still I anticipated the protection of the expertise or some influence of the political situation. And by the way, take the elections of 2024, how to participate there if sports is one of the most important things for our country. It is the fact, and it's not us who should rectify the whole situation. It is the countries that should speak and think about that. И я еще раз возвращаюсь по мораторию. На самом деле, вы знаете, многие недооценивают это. Вот когда началась коронавирусная инфекция, страны-то начали закрываться лаборатории, страны, и мы бы продолжили бы работу, потому что она у нас шла не по всей территории. Прошу вас. Regarding the laboratory, the situation is perhaps undervalued there. In the coronavirus pandemic environment, some laboratories started closing, but we would have been able to continue the work since we were operational on only part of the territory. И вы понимаете, мы могли бы продолжать, если бы у нас была бы лаборатория, мы бы работали бы по территории страны. Потому что коронавирусная инфекция развернулась только в мае там, по всей территории. Мы бы спокойно апрель бы отработали, мы так и планировали. Но мы остановились только потому, что DHL не знал, как они будут летать, в каком режиме. А у нас нет ни лабораторий, страны закрыты, лаборатории многие тоже закрыты. Вы поймите, мы в критических условиях. И это давление на бюджет тоже, потому что это пробы спортсменов, стоимость проб спортсменов. So we would be able to continue the work at least in April, because the coronavirus spread all over Russia only in May. So we would have been able to work with our laboratory in April, but now we have no laboratory, and the DHL did not know whether they would continue flying or not. And thus we have no laboratory. Countries are closed, laboratories that are closed. 2-3 лаборатории. And I'm deeply convinced that Russia should have at least 3 or 2 laboratories. Но мы даже не смогли, не мы, я имею в виду, страна не смогла сохранить даже 1 лабораторию. But our country wasn't able to preserve even 1 laboratory. И вопрос заключался в том, были проблемы? Да, были проблемы. Но нужно было правильно выходить из этих проблем. Это всегда вызов, понимаете? Yes, there were some issues, but we should have resolved that, because issues are almost always present and always can be found. Теперь возвращаясь к вашему вопросу все-таки. Во-первых, по принципиальным вопросам моя позиция полностью соответствует ценностям, принципам и всем нормам международного спортивного антидопингового движения. Поэтому я, как генеральный директор Российского антидопингового агентства, действую полностью в соответствии с ценностями, принципами и нормами. So, getting back to your question once again, I act as a president of, as a general director of the National Anti-Doping Agency, and as such, I act according to the values, principles, and norms of the international sports anti-doping movement. И в интересах чистого спорта, в интересах наших поколений спортсменов. I also act in the interests of clean sport and generations of our athletes. Не нужно играть никакие шахматные партии на судьбах спортсменов. So we shouldn't play chess using the fates of our athletes.
Понимаете? И на самом деле необходимо дать, это я вот не пытаюсь тут пытаться быть каким-то популистом, нет. Но слушайте, что происходит-то? Вы посмотрите, 4 плюс 5 плюс 4 это 9 лет. Ну, по некоторым видам это целое поколение спортсменов. I'm not trying to be populist here, but just look at what's happening. 5 years plus 4 years are 9 years, and this is a whole generation of athletes. Я могу сказать одно еще, возвращаясь. Смотрите, когда мы привели РУСАДА в соответствие в 2018 году, уж вот когда все говорили, да, на самом деле Россия начала номинировать соревнования на территории Российской Федерации. Да, это было обусловленное соответствие. Спортсмены начали идти под флагом и с гимном. And remember 2018 when we made РУСАДА comply with all the requirements and Russia started to emerge from the situation and athletes started to perform under the flag and so on. Нет, не всем, соответствие не всем требованиям, обусловленное соответствие получилось. And получила соответствие, обусловленное выполнением 2 требований. And that compliance was received since Russia respected 2 requirements. И я хочу сказать следующее, понимаете? Так вот теперь вы задаете вопрос, если я не соглашаюсь, вы знаете, я хочу сказать, так и было. На самом деле стоял вопрос о моем увольнении. Может, вы не знаете об этом? Именно за корпоративный раскол. Но я задаю вопрос, а кто раскалывает? And regarding your question and regarding the fact that I disagree, actually there was indeed the question of my dismissal raised for the reasons that I lead to cleavage in the organization. But my question is, who is at the origins of this cleavage? Я могу сказать, что мы боремся за наш чистый спорт, честно боремся за него, понимаете? И пример восстановления РУСАДА – это пример того, как нужно было бы выводить спорт. I can say that we fight for clean sport. We do it in a fair way, and the example of how РУСАДА was reinstated is an example of how we should reinstate our sports as a whole. Я могу сказать, возникают, безусловно, какие-то могут быть противоречия, но я вам могу сказать, я отвечаю за нашу команду, за нашу молодую команду независимого антидопингового агентства. И просто взять, бросить, почему? Потому что власти не согласны. Так они все время были не согласны. Что, в течение 5 лет что-то изменилось? Или вот как-то вектор изменился? Или что? Скажите, пожалуйста. Что-то вдруг солнце взошло? Или село где-то в другом месте? Yes, there may be some contradictions, but still, I represent our team of the national anti-doping agencies regarding the fact that some of the authorities did not agree with me. Well, they almost don't agree. It has been like that for 5 years. Поэтому я буду последовательно выполнять свои профессиональные обязанности, защищать независимость нашего агентства и нашу команду. Замечательно. So I'm just going to consistently perform my duties and protect the independent team of our independent agency. By the way, it's an amazing team. И тогда эта попытка снятия меня, она остановилась тогда, да, ввиду того, что регулятор вмешался в процесс. And that attempt to dismiss me failed back then because the regulator intervened. Но вы понимаете, не нужно, понимаете, это был бы ужас, понимаете, на самом деле, если бы это произошло. Потому что это отброс. Вопрос же не в том, не в Ганусе, не в этом. Вопрос в генеральном директоре независимого антидопингового агентства, которое уважается в мире и которое преследует честное выполнение своих обязанностей. And if that happened, that would have been awful, because it's not about myself. It's about general director of the National Anti-Doping Agency that is respected in the whole world and that is performing its functions in a fair way. Я вам могу сказать, я полностью честен, потому что то, что сейчас происходит, я это предвидел. Понимаете? Я это знал. Если вы помните, когда я написал это 2-е письмо, в этом письме было написано, что я не согласен, я критически отношусь, потому что я объективно оцениваю риски.
вот часть этих рисков наступила, понимаете? Более того, она трансформировалась в другие риски. Но это была предсказуемая ситуация. Понимаете, я не знаю уже просто по многим параметрам, по многим вопросам, но слушайте, мы работаем в антидопинговой сфере, нас никто не спрашивает. Да вы знаете, мы не навязываемся никому. Я работал в профессиональной сфере, и я даю советы тем, кому они нужны. Я не собираюсь никому навязывать свое мнение. Я предоставляю право наслаждаться от своих ошибок, понимаете, тем, кто не хочет нас слушать. And I will speak honestly here. I anticipated that situation. I knew about that. And in the second letter that we wrote, I wrote that I did not agree with the position due to the objective risks, and then those risks came true, and then they transformed into different risks, and I anticipated that. But I'm not someone who is going to impose himself. I am a professional who is just working for the needs and doing the right thing, but I'm not going to impose myself. I'll let those who make mistakes enjoy their mistakes. Поэтому все-таки давайте я вот этот вопрос буду закрывать, поэтому я буду дальше выполнять свою работу. Я выполняю ее честно как генеральный директор. Наша команда великолепная, мы дальше будем работать, понимаете? Поэтому в этом отношении у меня нет никаких сомнений в этом. И тем более с учетом того, может быть, вы в курсе, наверное, нашим учредителям придется покинуть РУСАДА, потому что учредители, все представители Российской Федерации должны будут выйти из организации подписантов. А мы являемся организацией подписантов. Поэтому у нас будет новый состав учредителей, судя по всему. Коллеги. I'm just doing my work fairly, and I will continue working with our amazing team. I have no doubts about that. And by the way, founders of РУСАДА will probably have to leave, because all the Russian representatives will have to leave the international organization's signatories, and we are such a signatory. Коллеги, если есть у вас вопросы, вы можете сейчас... Денис, давайте Денису, давайте, он как раз здесь. Let us give the floor to Denis. Да, Денис. Вы уже... Давайте, у кого вопросы? Потому что был... Коллеги, у кого есть вопросы, вы можете сейчас их задать. Colleagues, if you have questions, you may ask them now. Евгений, позвоните, где этот, потому что, видите, вы несколько раз останавливали, он так и не задал вопрос. Кому? Денис, я не являюсь, по-моему, Рио. Минуту. Let us call Denis, since he didn't have the chance to ask Окей, his question. есть еще, коллеги, есть еще... А вот, Денис, давайте ваш вопрос. Dennis, you can ask your question. Юрий Александрович. Да, приветствую. Вы только что говорили о том, что за 5 лет характер ваших отношений с недругами ничуть не изменился. Чем вы можете объяснить? За 3 года, да. Я 3 года работаю всего. Чем вы... Хорошо, не суть. Суть в том, что это длится долго, а данный материал, в связи с которым была созвана экстренная пресс-конференция, появился именно сейчас. С чем вы связываете его появление именно сейчас? Спасибо большое, что вы как раз возвращаете меня к теме, да? Вот. The question is as follows. Over the last 3 years, the nature of your relations with the ill wishes did not change, but this article was published right now. How do you think? Why is it the case? Вы понимаете, вопрос заключается в том, что нужно менять подходы. Я об этом последовательно всегда об этом говорил, понимаете? Поэтому вопрос заключается в следующем, что... Жень, у кого-то шум идет, я просто перебил их даже. Максим, я попрошу выключить микрофоны у наших коллег. Maxim, please turn off the mics of our colleagues. Смотрите, значит, вопрос заключается в следующем просто. Меняется состав министерства. Практически линия, берем то же самое по легкой атлетике. Понимаете, многие говорят, слушайте, вы не видите там чего-то дальше, чего-то больше. Подождите, что нужно видеть?
Я уже на самом деле достаточно неплохо знаком с руководителем группы по ВФЛА Руны Андерсоном и постоянно на линии. Я так же, как и мои коллеги, знакомы с Athletic Integrity. То есть мы понимаем прекрасно, как принимаются решения. И в этой связи, вот с точки зрения интересов наших спортсменов, мне вот решение это непонятно. Тем более для такой страны. Approaches are changing, and the composition of the Ministry of Sports has changed. But what's the result of that? I know personally Mr. Rune Anderson involved in the work with the Russian Athletics Federation. I know athletics integrity. I know decision makers, and it's not clear how those decisions are taken. Вы понимаете, я хочу сказать, что просто у нас, к сожалению, пока вот так называемые decision makers, да, они остались на своих местах. Те люди, которые принимают решения в целом в спорте в течение всего этого периода, они до сих пор принимают эти решения. Они до сих пор ограничивают. Я привел пример. Вот на самом деле, даже с точки зрения политических последствий, которые будут, спортивных последствий, которые будут. Понимаете? Вы понимаете, какую цель мы ставим? Понимаете, когда говорят, еще раз, когда предатели или во враги, да слушайте, и врагов-то не надо никаких. Чего мы хотим? Куда мы движемся? Мы кого-то хотим нагнуть? Мы хотим нагнуть World Athletics? Да вы слушайте, это невозможно. Причем они жестче даже, чем ВАДА. Мы хотим нагнуть ВАДА, да ВАДА под огнем находится. Это невозможно. So the matter is that the decision makers in sport are still there. They still are on their positions and they still are making the decisions. And we have already seen some political and sports consequences of that. So the question is, what do we want? Where are we moving? Do we want World Athletics to bow in front of us? It's impossible because they are even harder and stricter than WADA. Я могу сказать, и ВАДА имеет принципиальную позицию. Понимаете, просто ВАДА очень гибко. ВАДА, я так понимаю, пыталась найти решение, но ВАДА оказалась сама под огнем. WADA also has a position of principle and they tried to find a solution, but then they found themselves in difficulty as well. Если у кого-то есть иллюзия, что ВАДА отойдет назад под давлением, забудьте об этом. ВАДА не сделает никаких облегчающих шагов. ВАДА будет принципиально до конца, как World Athletics. And if someone has an illusion, then WADA will be able to make a step back under pressure. Forget about that. They have a position of principles as World Athletics has. А самое главное, за что мы бьемся? Подождите. Вот подождите, что разве вот не было проблем в этом деле с Лысенко и Данилой? Да, слушайте, я же говорил уже не раз там, что я разговаривал со специалистами, они говорили, это просто, он как кузнечик, его там такая, он талантливый парень, у него перспектива. Балбес, да, как многие спортсмены. Понимаете, так надо решать вопросы, не прятать, нужно подходить по-другому. И, понимаете, если мы это не делаем, мы показываем всему сообществу, что мы недоговорабельные. Не с точки зрения того, что нас будут нагибать, а мы будем свои национальные интересы. Я считаю, что когда мы ситуацию доводим до такого края, вот это мы сдаем национальные интересы, понимаете? And remember, once again, the case of Danil Lysenko. There were some issues with that case, and he's a talented guy, although he may have done some silly things, but still, the most important thing is to find a solution, not hide the problem. And otherwise, the world will not work with us. They will consider that it's not possible to get to an agreement with us. And in that case, we are going to let down our national interests. И я скажу больше, вы знаете, на самом деле такие примеры есть. Вот говорят, что там вот мы не хотим признавать ошибки, а вы знаете, что ошибки признают-то сильные. Только сильные могут признать ошибки. Вот слабые не могут это сделать. And there are some examples. I think that if
people recognize their mistakes, that is a testimony to the fact that they are strong. Only the weak ones do not recognize their mistakes. И такие примеры есть, извините, вспомните Машу Шарапову, да? Других тоже. На самом деле такие примеры есть в международной повестке тоже. Поэтому, вы знаете, я хочу сказать следующее. Да, были There are examples of that. Take the case of Maria Sharapova, and there are examples of that on an international agenda as well. So I would like to say the following. Yes, indeed, we do have problems. Вы знаете, есть проблемы. С этими проблемами надо просто работать, и их нужно решать, понимаете? Эти проблемы надо решать. Свой вопрос задал. В конечном итоге. Ответ на него длится уже минут 10 и пока. So we need to work with those problems and we need to resolve them. Да, Денис, так давайте, я, может быть, ушел от вопроса вашего. So maybe I digressed from your question a little bit. Поэтому я еще раз хочу сказать, то есть, почему, вот Денис задал вопрос, почему 5 лет, да, у нас там 4 года ничего не меняется. Еще раз, я говорил об этом, те, кто, ну вот, я последовательно провожу свою линию, честно. Подходы, нужно менять подходы. И вот на самом деле демонстрация подходов – это то, как работает РУСАДА. Нам доверяют, мы сотрудничаем, мы интегрируемся. So Dennis asked a question about why nothing has been changing over the last 3 to 5 years. I am working consistently. I think that we need to change the approaches, and RUSADA is showing the example of how to change those approaches. As a result, RUSADA is being respected and trusted all over the world. Вот я хочу как раз закончить, да, вот ответ на вот это письмо, потому что я дал характеристики по тексту самого этого памфлета. Теперь я хочу по поводу выводов. Вы знаете, я хочу начать выводы словами Генри Киссинджера, который сказал однажды: неважно, что на самом деле есть правда, важно, что считают правдой. I would like now to conclude. I have already presented my response to that article, but now I'm moving to a conclusion. And I would like to start with a quote from Henry Kissinger. He said that it's not important that truth exists somewhere. What's important is what people consider to be truth. И именно таким образом пытались сформировать мнение о порочности РУСАДА. Нас пытаются с одной стороны, с другой стороны заходить. Еще раз, мы честно выполняем свой долг. Страна может гордиться своим антидопинговым агентством, которое преобразовалось за короткий период времени. Так вот, давайте теперь сделаем выводы относительно всего, что было сказано. Точнее, не что было сказано, а того, что указано в этом письме. And on many occasions, someone tried to make RUSADA look sinful, but it's not the case. We're doing our work fairly, and our country can be proud of such an anti-doping agency that was able to transform in such a short time. Я хочу сказать следующее, что давайте проанализируем. Смотрите, во-первых, оперирование двумя отчетными периодами, 18-19 год. So now I'd like to analyze the conclusions of the article. First of all, they are using the financial periods of the 2018 and 2019. По которым совсем недавно проходил как раз аудит, и мы отдали результаты аудита нашим учредителям. And quite recently we had an audit on these 2 years, and we provided our funders with the results of those audits. Причем это я сказал, знаете, это я пытаюсь вам сейчас представить свою вероятную логику, да? И в этой связи получается так. Вопрос не в этих лживых фактах, которые приведены. Вопрос в датах, и на которые идет ссылка сам по себе. Да? То есть кто-то же формировал эту повестку. Но не этот же там, писатель, там, с какой целью он это делал. Второе. Знание специфики. Да? Это знание, понятно, что индивидуальное занятие там, по языку. Там. Я не беру вот такси, это вообще бред какой-то. Но это уже тоже это говорит о том, что есть инсайт, да, инсайт из среды. So I would just like to analyze the logic, and I'm not considering so much those
false facts right now, but they are referring to those two periods, and they are also providing some specific details regarding the individual classes or this matter of taxi, which is full nonsense. И это тоже, скажем так, сама по себе вот эта тема по-английски, она тоже, она не имеющая никакого смысла совершенно. Но это подводка, да, давай же, я же говорил о том, что же является постправдой, да, это подводка. И подводка как раз к третьему пункту. Основной удар-то, потому что, понимаете, доказать, что у меня нет этих денег, это вопрос счетов проверки, да, это никто никогда мне 110 миллионов не сбросит, у меня их нет, понимаете, просто. Я никуда не переводил, я не мог это сделать технически даже. У нас создана система, не позволяющая это сделать. And those facts about taxes or all that nonsense about the English classes were only just an introduction to the main blow that they were trying to hit, because actually proving that I don't have this money is very easy. It's just a matter of checking the account, and if you check them, you will see that there is no 110 millions there. And by the way, that wasn't possible even technically, because our system would not allow that. И поэтому я хочу сказать одно, это была подводка, это были ложные эти, которые подводили к одному, что главному, вот заграничные поездки, это главный и старый раздражитель, тем более в новых условиях, когда закрывается работа, понимаете, вот на уровне той же анти-допинга вообще внутри министерства. And that was a mere introduction to one point. International trips, that is the main factor that triggers irritation, and in particular in this new environment that we currently face. Тем более, это я слышал эти комментарии, я слышал на протяжении последних лет и от чиновников, и слышал от журналистов, которые приезжали, там снимали фильм вначале у министра, а потом приезжали, задавали мне вопросы, по сути, перезадавая те вопросы с теми комментариями, которые задавались. Вы понимаете, то есть, по сути, мне эта позиция не то, что она знакома, и вопрос возникает, почему, да? Да потому что сейчас закрывается. И вот я хочу сказать, я действительно, вот, вы знаете, я желаю только добра, честное слово. Если вот все работы, связанные с наведением порядка, закрываются, то есть происходит какая-то вот ДСПшная история, там, которая исключительно Secret Service, да, вы поймите, это противоречит принципам там, прозрачности, транспарентности. Поэтому для меня, например, у нас агентство прозрачное, мы каждый месяц отправляем результаты. У нас есть, да, у нас расследование, мы никому не показываем. Потому что это сами по себе по стандарту так. Точно так же, как и когда идет расследование у нас в любой сфере. И наркоконтроль, и все тоже это закрытая история. Но вопрос заключается в том, что даже разность подходов, я могу сказать, да, планы, которые были раньше, национальный план, да, который был раньше Смирнова, Петра Георгиевича, и те, которые сейчас это документ ДСП, а раньше он переводился на английский язык. Это разность подходов. И я вижу в этом, я не говорю, что обязательно, это вероятная версия того, что, конечно, наша открытость, наша коммуникация, поддержка нас с международной среды, она раздражает. Хотя я не понимаю, почему. Это наоборот, это же наоборот должно быть фактором, я еще раз говорю, это компетенции, это возможности. Мы являемся мостом восстановления доверия. And I remember the comments of last year on behalf of the officials and on behalf of journalists who made a movie interviewing first the Minister of Sports and then asking the same questions to me. And I think that it is still related to our activity, to the fact that we work on an international level, and that triggers irritation. But I wish good to everyone, and I just want to
continue working transparently as we currently do. Of course, we also have some investigations that we are not showing to others because the standard says so. And in case of investigations, the same procedure is applied in other areas. Выключился микрофон у Александра. Микрофон у Александры, минуту. Сейчас попробуем подключить ее вновь. Да. So it's all about transparency, and of course we have some investigations that we do not show to others because the standard says not to show them, and this is the case for other industries as well, such as drug traffic and control. So I don't know why they do that, but probably it is because we are so open and ready to communicate, and we are supported by the international community. That is what triggers the irritation. I don't know why it is happening, because we are competent, we are providing new opportunities, and we actually are building back that bridge of trust. Юрий Александрович, у нас Подождите, следующий вопрос. Подождите, дайте я доскажу, хорошо, вот эту линию проведу до конца. Я просто давайте выводы сделаю, чтобы мне уже закончить эту линию. Переведите, пожалуйста. So before answering any other question, I would just like to finish making this conclusion because it's important for me to draw this line. Да, спасибо большое. Я хочу сказать следующее. Вы знаете, это очень было показательно как раз в прошлом году, когда проходило совещание антидопинговое, по-моему, организованной администрацией президента, если не ошибаюсь, куда нас не пригласили. При этом после этого совещания вышел Дмитрий Анатольевич Шляхтин. Это, по-моему, было вот по осени, поранее, еще до того, как их отстранили. Вот. Сделал там массу заявлений, которые в том числе попали на Запад. И коллеги мне задавали вопрос. Слушай, а мы не слышали ничего, а ты был там? Я говорю, да нет, нас туда не пригласили. А какое может быть совещание по антидопингу без РУСАДА, которое мы доверяем, и у нас совершенно очевидные вопросы есть по отношению к допингу в отношении спортивных властей. Понимаете? Это вопрос транспарентности и открытости, это вопрос принципиальный. And there was a very demonstrative case last year when an anti-doping meeting was conducted in the presidential administration, and we were not invited on that meeting. And then Mr. Shlaktin, before they were dismissed, spoke, and he made a statement, and the information about that also was received by Western organizations. And my colleagues were asking me, what happened there? Were you there? And I had to answer them that we were not invited. But how come that RUSADA, the anti-doping agency, is not invited to an anti-doping meeting? And RUSADA is the organization the other colleagues trust. And it's once again the matter of transparency, principles, and approaches. Это как раз к вопросам, понимаете, когда мы говорим вот об этом, да, когда вот я анализирую эту статью, почему надо было ответить? Потому что я вижу эту линию, она была предсказуемая, понимаете, я еще раз говорю, эта атака, она была предсказуемой, более того, так же, как мы ждем дальше. Я надеюсь, этого не будет, но данные факты, тем более с учетом вот этих параллелей, которые были позапрошлом, в прошлом году, когда раздражает всех, что мы активно участвуем. Да слушайте, да это же возможности. Во-первых, я могу сказать, мы быстро набрали компетенции руководителей отделов. Мы выстроили нормальные отношения с нашими коллегами. Прошу вас. So once again, why I thought that it is necessary to respond urgently to that article, because that was quite predictable and I anticipated it, and I anticipate some further attacks, although I hope that they will not happen. But we already had similar cases last year, or the one before the last year. Everyone is irritated by our activities, but actually our activity presents opportunities, and we have been able to develop competencies of our heads of department quite fast. Вы знаете, мы никому не навязываемся.
Совершенно. Вот. Мы не пытаемся, не говорим, ну возьмите нас с собой, понимаете? Мы продолжаем работать, и мы будем работать. Мы знаем, что нам нужно делать. Мы честно выполняем свои задачи. But once again, we are not trying to impose ourselves. We are just continuing to work honestly and to do our job. Юрий Александрович, вам вопрос. Подождите, Жень, подождите. Поэтому дайте я мотив сейчас. Подождите, я мотив закончу. Так вот, смотрите, вероятные мотивы, да, которые вот этой статьей фактически выносятся, те, которые совершенно очевидны. Первое. Это дискредитация генерального директора РУСАДА, а фактически дискредитация РУСАДА. Попытка контроля, ограничений, в том числе по международной линии, ввиду того, что вектор вот в этом так называемом памфлете, он, я еще раз повторюсь, потому что я эти вопросы слышал на протяжении последних лет. Одни и те же вопросы, понимаете? Одно и то же. Долго вы находитесь, да я не буду говорить о том, с кем я там встречаюсь. Там действительно идут рабочие встречи, потому что мы разбираемся, у нас есть закрытая тема, которая ограничивается в том числе антидопинговой темой, антидопинговыми стандартами. И мне туда надо летать отдельно, что ли? Нет. Поэтому, понимаете, это все, это одно и то же. И поэтому, когда вот в этом памфлете дискредитирующем в конце выводятся вопросы, которые были раньше от чиновников, скажите, пожалуйста, какие выводы я должен сделать? Что это мнение автора? Нет. Это мнение чиновника. Значит, что? Получается, линия продолжается на дискредитацию. Значит, получается так, что вероятные мотивы, я говорю о вероятных мотивах, это дискредитация РУСАДА как независимой организации, попытка контроля, ограничений, в том числе международной линии, ввиду того, что мы видим, я надеюсь, что это ошибка, но я вижу, вы знаете, я могу читать междустрочье. Мне не надо, я вот не до такой степени, я вижу, когда я разговариваю с людьми, я понимаю, что они не договаривают. И точно так же, когда я читаю, можно видеть между строк. Это видно. Я надеюсь, что я ошибаюсь. Но так получается, что вот последние годы, когда я работаю, все это очевидно, оно сбывается. И это плохо, да? I would just like us to say a couple of words about the motives, because for me they are quite evident. The first motive is to discredit the Director General of RUSADA, and thus to discredit RUSADA as well. And for me, that is clear. That's an attempt to control, the attempt to impose restrictions, in particular when it comes to our international activity. I've heard such claims last year already. People are always asking me the same questions, but what I'm doing is to optimize all of our working meetings, including the ones organized abroad. That is why I take extra days to fit in all those meetings in order to not to fly there once again. So this is a mere attempt of discrediting RUSADA as an independent anti-doping agency. I hope that it is a mistake, but I've learned to read between the lines, and I know that these conclusions made in this article was not the conclusion of its authors, but that's the same conclusion that is made by other officials. So I really hope that I am being mistaken, but some things have been evident for me for some time already. Второй вероятный мотив – это сделать РУСАДА более сговорчивой, псевдолояльной, да, какой она была до 2015 года. The second motive is to make RUSADA pseudo-loyal as it was before 2015. И на самом деле, вы знаете, я еще раз повторюсь, что РУСАДА является действительно тем последним мостом восстановления доверия, который остается в нашей спортивной юрисдикции. И мы будем защищать и права чистых спортсменов, и мы будем защищать действительно. И то, что вы говорите там, вот как раз коллеги задали вопрос по поводу того, что когда мы заходим на базы, и нам препятствуют, по сути, представители этих баз, я же высказал мнение и министерству, и замминистра, причем уже не одному, что мы будем идти, если нас будут останавливать
Так вы принимаете решение. Спортсмены не должны быть пешками в вашей игре. Понимаете, давайте вместе работать. Но 48 часов – это требования чрезмерные. Это, по сути, заградительные требования. Прошу вас. And once again, RUSADA is the last bridge of trust that can be restored. Our goal is to protect the rights of our clean athletes. And regarding the bans to entry training camps and that restriction of 48 hours, my conclusion for that is that again, that is just an impediment that would prevent us from working. You shouldn't consider athletes as pawns in your chess game. И третий мотив – это, по сути, попытка перевести фокус внимания со своих ошибок на здоровую структуру, которая является РУСАДА, то есть выровнять всех. Знаете, как в одной из сказок говорят, да не достанься ты никому. Вот. Собственно, когда нас столкнули в судебное дело, и точно так же, понимаете, то есть фактически РУСАДА, которая за счет правильных решений антикризисных восстановила свое соответствие и является полноправным членом международного движения. Но фактически, да, отягощена вот этими сложными перипетиями, отношениями непонятных судов там и всего остального. The third motive is perhaps an attempt to shift the focus from the mistakes of the other authorities to a healthy structure, which is RUSADA. And RUSADA really was able to perform the anti-crisis measures quickly and restore trust on behalf of the international community. And this is an attempt to discredit that. И я хочу завершить вот как раз свои вот выводы следующим. РУСАДА не имеет права на подмену принципов и ценностей, понимаете, псевдолояльностью к чиновникам. Мы боремся, искренне боремся, честно боремся за чистый и честный спорт. И я могу сказать одно, что тогда, когда все это поймут, мы выйдем из этой грязной реки, понимаете? А значит, фактически мы боремся за настоящее будущее поколение чистых спортсменов. Это без громких слов, понимаете? А значит, мы боремся за национальные интересы. Потому что если в такой огромной стране такое социально значимое явление, как спорт, будет постоянно находиться в режиме каких-то ограничений, и все, кто будут заходить в эту реку, будут мазаться, понимаете, это недопустимо. И поэтому мы будем биться именно за чистый спорт, за честное соревнование, а не за интересы отдельных чиновников или групп, которые действуют в своих интересах и пытаются использовать государственные возможности для защиты своих интересов, своих ошибок. Поэтому давайте вместе, я призываю всех вместе, давайте вместе работать и вместе выходить из этого. Я знаю, что я заслужил и заработал еще больше врагов, но давайте выходить все вместе из этой пропасти, понимаете? Вы посмотрите, что с легкоатлетами творится. Поэтому давайте не будем доводить все до края, и так уже на краю. Спасибо, Юрий Александрович. So, I would like to state once again that we are here promoting fair, clean sport, and we are doing it in a sincere way. We don't want sport to transform into a dirty river. On the contrary, we want to get all of us from it, and we are promoting clean sport. Thus, we are protecting national interest of the whole huge territory of Russia, because sports is a socially significant phenomenon for Russia. And we want to avoid the situation in which sport would be considered as a dirty river that you should not go to. So our goal is to promote clean athletes, clean sports, and not the interests of the official and groups who are trying to use the public and state opportunities and means to defend their interests and to hide their mistakes. We should act together. Look what's happened to our athletics. We are on the edge already. Спасибо вам, Юрий Александрович, за такой замечательный итог.
Дорогие друзья, если у вас есть еще вопросы, мы на них ответим. Если вопросов больше нет, я думаю, тогда, Юрий Александрович, мы можем завершать нашу пресс-конференцию. Thank you very much for drawing such a conclusion, Mr. Ganus. Colleagues, if you have some further questions, you may ask them. If not, we are going to wrap up. Александр, я хочу вас поблагодарить за прекрасный перевод, за такую тяжелую работу, потому что очень сложно, тем более эмоционально. Спасибо вам большое. Я хочу поблагодарить коллег, всех, кто выразил интерес, потому что для нас это реально не громкие слова, это боль. Да? Поэтому я искренне говорю, и нам действительно... Вы знаете, я хочу сказать, вот, вы знаете, это наш мегафон. И как раз вопрос нашей последовательности и наших результатов – это не вопрос толщины льда. Хотя с точки зрения технической, да, это вопрос нашего единства, понимаете, в борьбе с допингом. Поэтому вот именно за счет единства мы с мужем все вместе, и заинтересованные стороны. И я всегда говорил, у нас достаточно много спортивных чиновников, спортсменов, тренеров. Так давайте дадим им жить нормальной жизнью, нашему спортивному сообществу, понимаете? Хватит мучить уже людей, которые не могут профессионально выполнять свои обязанности. I'd like to thank you, colleagues, for having been here, because for us, these are not just loud words. For us, this is real pain. And in order to improve the situation, we need to act together. We need to unite all the stakeholders, sports officials, athletes, coaches. We need to provide our athletes and coaches with the possibility to lead a normal life. Александр, спасибо вам. Спасибо вам. Всего доброго. Всего доброго и хороших выходных. Спасибо большое, всего хорошего. Thanks.